практически все реформаторы не доделывают свои реформы до конца. Само слово «застой» появилось не применительно к Брежневу, оно появилось применительно к Победоносцеву. Сравнивали с вампиром, с летучей мышью, которая этими огромными крылами своими бросила тень на страну. Издевались над ним либералы. Какие-то ботаники, интеллигенты на квартире, читают запрещенное письмо и говорят о необходимости реформ. Умный человек, опытно образованный, поймет, что это все белиберда, то, что пишут коммунисты. А вот молодой, легкомысленный может взять это на веру. Вы как проглядели убийство государя-императора? Вы куда смотрели все? Церковь воспринимала его назначение как манну небесную, поскольку пришел, наконец-то, настоящий наш человек. Но они потом горько об этом пожалели. За словом в карман не лез. Поэтому реформа – это не всегда, когда ломают и переделывают. Реформа – это очень часто и должно быть, когда созидают. Добрый день. Сегодня мы будем говорить с вами о главной спецслужбе XIX века. КГБ, ВЧК, НКВД, ГПУ и так далее, только при государе-императоре. При государе-императоре это называлось третье отделение его императорского величества канцелярии. Эта структура сильно мифологизирована. Попытаемся разобраться, насколько третье отделение великое и ужасное. Из самого названия следует, что раз отделение третье, значит, было еще как минимум 2. Это так. На самом деле этих отделений в канцелярии было еще больше. Создана канцелярия была еще Петром I, потом она неоднократно реформировалась, упразднялась, возобновлялась. В финальном варианте при Александре это было некое подобие части современной администрации президента, состоящее из 2 главных направлений. Контроль за исполнением императорских указов и некая вариация кадровой службы. При Николае, большом любителе порядка, все обрело стройную структуру. Итак, первое отделение следило за выполнением высочайших повелений, готовило бумаги для доклада императору, а также ведала кадрами. Ну, собственно, первое отделение, то есть это контроль, делопроизводство и кадры. Второе отделение было призвано организовать работу по систематизации законов или их кодификации. Кстати сказать, знаменитый Спиранский был как раз при Николае главноуправляющим вторым отделением. Второе отделение – это, как сейчас, Минюст и государственное правовое управление президента. Помимо этого, естественно, функции Госдумы и Совета Федерации со всех их вместе взятыми юристами и юридическими службами, тогда парламента не было, тоже перепадали второму отделению. Дальше третье отделение. По замыслу Бенкендорфа, который представил проект Николаю I, это была специализированная структура, занимающаяся вопросами госбезопасности и одновременно сбором и анализом информации о состоянии умов в стране, то есть состоянии общественной жизни. Это был всеимперский центр изучения общественного мнения, также впервые появившийся. Напомню еще раз, что по легенде на просьбу Бенкендорфа дать инструкцию для третьего отделения император протянул ему белоснежный платок, чтобы вытирать слезы несчастных, со словами «Вот тебе моя инструкция». То есть третье отделение замысливалось не как репрессивное, а как профилактическая и помогающая гражданам структура. Из документов следует, что ее задача, в кавычках, предупреждать беспорядки и преступления. Это орган не карательный, орган профилактический.
Также его задача – негласный надзор за деятельностью госучреждений, чиновников и местных органов власти. К чиновникам третье отделение относилось плохо. Иллюзии по поводу российского чиновничества Бенкендорф не испытывал. Вот выдержка из отчета третьего отделения за 1827 год, доклад государю-императору. В кавычках. Чиновники. Под этим именем следует разуметь всех, кто существует своей службой. Это сословие, пожалуй, является наиболее морально развращенным. Среди них редко встречаются порядочные люди. Они систематически порицают все мероприятия правительства и организуют с собой кадры недовольных, но не смея обнаружить причины своего недовольства, также выдают себя за патриотов. Кавычки закрываются. 1827 год. Ну и, наконец, какого масштаба была первая российская спецслужба? Внимание, гонг. Запоминайте. Число служащих было определено изначально в 16 человек. Правда, штат невероятно разросся, и к концу царствования Николая I, то есть через 30 лет, достиг 40 человек. А уже накануне своего преобразования, впоследствии в департамент государственной полиции, страшно себе представить, до 72 человек. Руководил этим огромным органом репрессии начальник третьего отделения. Он же был шефом жандармов. Внутри все сферы деятельности распределялись следующим образом. Отделение делилось на экспедиции. Как бы у нас сейчас сказали, на отделы. Значит, первая секретная экспедиция, уж не знаю, сколько в нее из 16 входило человек, эта секретная экспедиция собирала сведения о находящихся под надзором, о тайных обществах, а также составляла для императора ежегодные обзоры настроений в обществе и политической жизни страны. Наверное, это было интересное чтиво. Собственно, первая экспедиция и была органом политического сыска и следствия. Вторая экспедиция занималась исключительно сектантами религиозными, поскольку их государь-император считал заблудшими душами. Также она занималась фальшивомонетчиками и изготовителями подложных документов. Третья экспедиция отвечала за иностранцев, проживающих в Россию. То есть это была контрразведка и наружка, наверное, по-нашему. Четвертая экспедиция, условно я ее называю региональная, она собирала информацию по всей стране о волнениях, происшествиях, а также о злоупотреблениях помещиков и даже о видах на урожай. С 1842 года появилась и пятая экспедиция, отвечавшая за цензуру. Она наблюдала с журналами и газетами. Также в структуре третьего отделения были секретные архивы и собственная типография. При зачислении на работу учитывался опыт работы в присутственных местах. То есть сразу после Царско-сельского лицея или университета попасть туда было нельзя. Надо было поработать в министерстве, в ведомстве. Не менее 3 лет стажа. Текучки кадров в третьем отделении не наблюдалось. Это было престижное место работы. И многие поначалу блестящие офицеры, известные чиновники, выходцы из знатных семей считали честью для себя пойти служить жандармам. История с белым платком, благородным Бенкендорфом. История была очень популярна в обществе. 16-40 человек при Николае – это орган управления. Это, условно говоря, Лубянка, центральный аппарат. Конечно, был и некий исполнительный орган на местах, так называемый жандармский корпус, который вместе с корпусом внутренней стражи, аналог современной Росгвардии, тоже официально подчинялись третьему отделению. По всей стране были созданы жандармские округа во главе с генералами, подчиненными лично Бенкендорфу, шефу жандармов. Это выводило их из-под юрисдикции местных властей. Опять же, жандармский корпус на территории тоже элитное подразделение, где вакансий всегда свободных не было, а желающих поступить туда на службу было много. На местах жандарм, конечно, был раздражителем губернатора. Это были независимые друг от друга чиновники высокие, которые самостоятельно докладывали о проблемах наверх. И, конечно, как несложно догадаться, друг на друга доносили, выставляя виновных в нарушениях не себя. Надо сказать, что Бенкендорф регулярно докладывал императору информацию о самых высших сановниках империи, сенаторах,
руководителях армии, даже министрах. Вот что он писал о министре финансов Конкрине, в кавычках. «Человек знающий, просвещенный, деятельный, трудолюбивый, но упрямый. Он не слушает никого, кроме нескольких своих любимцев, которые его обманывают». О министре внутренних дел Закревском. «Деятелен и враг хищения, но совершенный невежа». Военный министр граф Чернышов, по мнению третьего отделения, в кавычках, пользуется печальной репутацией. Это предмет ненависти публики и всех классов без исключения. В общем, поэтично писал Бенкендорф, нынешним автором характеристик на высших чиновников. Есть у кого учиться. В третье отделение поступали ежегодно тысячи просьб, жалоб, доносов, прошений. Вообще считалось, что если ты отдал прошение в руки жандарма где-нибудь в Тамбовской или Иркутской губернии, то это прошение непременно попадет в руки государя. В общем, так либо иначе в центральный аппарат большинство из них попадало. По каждому доносу заводилось дело, шло расследование. Политических дел было мало, в основном бытовые. Освобождение от взысканий по займам, как бы сейчас сказали, от процентов по кредитам неуплаченных. Помещение детей на казенный счет в учебное заведение. Причисление незаконных детей к законным. Облегчение участи состоящих под наказанием. Досрочное освобождение из-под стражи. То есть такая юридическая текучка вся падала тоже на это несчастное небольшое третье отделение. Какого рода писали жалобы? Мы тут посмотрели, вы знаете, забавные жалобы поступали на Лубянку той поры. На обольщение девиц, на неповиновение детей родителям и наоборот, от детей, на злоупотребление родительской властью, на нарушение супружеских обязанностей, просьбы жен об отдельном проживании при обеспечении их существования за счет мужей. Развестись было нельзя, сложно. А вот жить отдельно можно. А кто платить будет? Это должен решить жандарм. Бенкендорф добрый, поможет. И, конечно, главное – это жалобы на чиновников. Кстати, говорят, по субботам жандармы устраивали сожжение отработанных доносов за неделю. Наверное, это было полезнейшее и богоугоднейшее дело. Видите, у нас на этой встрече с вами, на этой беседе совершенно нету музейных предметов. А их потому что нет. Одни только книги, какие-то списки, записки о работе третьего отделения. Было много слухов о списках секретных агентов, которые проникли во все сферы общества, и в каждом литературном кружке, и в каждом дворянском собрании, и в каждом классе в университете, и в каждой гимназии обязательно тайные шпики, агенты голубых мундиров. И вы мундиры голубые, это. И ты им преданный народ. Эти щупальца Бенкендорфа были повсюду. Знаете, сколько ни искали, сколько ни рылись по архивам, никаких, к сожалению, или к счастью для нашей страны, шпионских списков секретных агентов третьего отделения так обнаружить и не удалось. Или они были очень секретные, немедленно уничтожались по субботам, еженедельно путем сожжения. Или этих секретных агентов было так мало, что, в общем, вести по ним отдельный архив не было никакой целесообразности. Содержание отчетов с территории, как правило, базировалось на слухах и толках, на данных наружного наблюдения, кто кому ходит в гости. Это было очень важно. Этот ходит к этому, этот к этому, дружат. А может быть, о чем-нибудь говорят не том. Естественно, перлюстрация писем, контроль переписки, смс-ок и телефонных разговоров есть всегда и во все времена. И Бенкендорф считал это важнейшим источником информации. Не стеснялись. Читали все, что хотели. И, конечно, чистосердечное признание преступников уже после ареста есть важнейший элемент доказательной базы. Опять всегда и во все времена. Жандармы очень рассчитывали на добровольное доносительство, и это доносительство пытались как-то поощрять, но почему-то в России это не прижилось. Знаете, у нас все-таки, конечно, дикая страна, не европейская. Недавно мне прислали фотографию откуда-то из Швейцарии, с автобусной остановки. Там такая реклама. Девушка симпатичная, явно не швейцарка, с телефонной трубкой и текст, по-моему, на немецком. У вашего соседа в доме
теплее, чем 19 градусов по Цельсию, позвоните нам, мы проверим, если это так, получите бонус 200 евро. Телефон доверия, наверное, можно подать донос онлайн. Ну, у них это работает, а у нас как-то с доносительством не очень. Никакими там внедрениями, тайными агентами, этим ничем третье отделение, честно говоря, не занималось, потому что, в общем-то, до народовольцев и уже профессиональных революционеров, большевиков, меньшевиков, эсеров, внедряться-то особо было и некуда. Поэтому жандармы пытались держать под надзором, как они говорили, все общественные собрания. Ходили на дворянские балы, дружеские пирушки, литературные кружки, собрания любителей карточных игр, бильярда. Ну, вот что-то там в замочную скважину подглядывали, надо же что-то писать. Что-то и писали. Конечно, были и проблемные клиенты, за которыми следили постоянно. Их было немного. Это были ссыльные декабристы и ссыльные поляки, участники польских восстаний. Ну, а поскольку революционных организаций не существовало, надо как-то свою полезность на местах доказывать, даже этому крошечному аппарату в Петербурге, как доказать свой KPI, надо каких-то государственных преступников найти. Я вам расскажу несколько примеров такого рода государственных преступлений и дел, которыми занималось третье отделение. И, конечно, наш век, наша передача будет выглядеть почти юмористической до какого-то этапа. Вот дело дворянина Здановича. Дворянин Зданович – вор и уголовник. Дворяне тоже воровали. Сидя в тюрьме Вильно, то есть в Вильнюсе, он написал донос на своего брата, негодяй, что брат его родной принадлежит к тайному обществу. У брата провели обыск на квартире, и вот не повезло. Обнаружили книги. Стихи Адама Мицкевича, польского поэта, немецкую книгу с описанием польских полководцев, принимавших участие в восстании 830-31 годов, а также какие-то польские сочинения с руганью в адрес наместника Польши Константина. Так что донос подтвердился, и несчастного брата арестовали, и, видимо, к чему-то бедолагу приговорили. А вот дело об оскорблении его величества. В 1739 году в Новочеркасске был арестован некто за переписанные от руки стихи, авторство которых приписывалось Пушкину. Кому же еще? Стихи про декабристов. «О великий государь, премудры твои законы, ты изменил мундир и панталоны». Ну и далее. «Немного царствовал, да много начудесил, 125 в Сибирь сослал и 5 повесил». Кстати сказать, последние 2 строки широко известны в интернете и действительно приписываются Пушкину, но, как вы чувствуете по первым 2 строкам, Александр Сергеевич ни в каком состоянии так написать не мог. Это настоящее народное творчество. И в интернете гуляют много вариантов этого четверостища, некоторые из которых даже более складные. Так либо иначе, с этой идеологической диверсией ребятам Бенкендорфа тоже пришлось разбираться. А вот еще одно дело. Из Житомира, из тюрьмы, из крепости, точнее говоря, бежал некий преступник. Суду предали коменданта крепости, старого майора. И за разгильдяйство разжаловали солдаты. А дальше произошло следующее. Взрослые сыновья этого старого майора обратились с просьбой разрешить принять на себя отцовское наказание, то есть отца оставить на старой службе, а они сами за него пойдут с солдатами в рекрутчину. Тогда, насколько было, лет на 20, наверное. Такие благородные сыновья. Последовала резолюция руководства 3-го отделения. Во уважение благородного подвига сыновей отца простить, но с тем, чтобы никуда не определять. В рекруты его не забрили, но и с руководящей должности в крепости тоже уволили. Одним словом, с очень опасными преступниками приходилось бороться 3-му отделению. Хотя, конечно, были дела немного и поважнее. То есть были какие-то политические кружки. Правда, участники этих кружков не то чтобы не успевали приступить к каким-то революционным действиям, они и не собирались к ним приступать. Сидели, болтали, пили, ели, читали книжки. В 1835-м появился некто Луковский, приехал из Англии. Сообщил,
что действует там целых два тайных общества. Одно русское, образовавшееся после восстания 14 декабря, а другое польское. Там, мол, в Англии печатается литература полной ненависти к России и лично государю-императору. И эту литературу планируют переправлять по тайным каналам по маршруту: Англия, Индия, Индия, Персия, Персия, Грузия, Грузия, Астрахань. Но, видимо, из Астрахани дальше грузить бочками в Петербург. Ну, как положено в этих случаях, информация о тайных обществах и тайных типографиях была очень общего характера. А чтобы выявить конкретные имена, пароли, явки, Луковский попросил у третьего отделения денег. Николай I, которому было доложено, сразу раскусил проходимца и наложил следующую резолюцию. Цитирую. «Во всем этом правда, только ненависть к нам, англичан. Точка. Не в бровь, а в глаз». Не могу не рассказать еще и об одном знаменитом авантюристе своего времени по фамилии Медокс. Ну, вообще, Хлестаков отдыхает, скажу честно. Этот Медокс, некий сын английского антрепренера, или, как его именовали в документах третьего отделения, жид английский. Это не я придумал, это характеристика Бенкендорфа. Так вот, это сын антрепренеров в 17 лет воспылал идеей послужить Отечеству и создать ополчение из горцев Кавказа для войны с Наполеоном. С этой целью он сфабриковал сам себе документы на имя адъютанта министра полиции, поручика гвардии, флигель-адъютанта и бог знает кого там еще. И с этой пачкой мандатов, выдав себе неограниченные полномочия от имени военного министра и министра финансов, поехал на Кавказ. Там по этим документам, народ доверчивый у нас, верит бумагам с печатью исторически, получил где-то 10 тысяч рублей, немаленькие деньги, и с ними скрылся в целях ревизии войск. Понятно, что никого он там не ревизировал, пьянствовал, его хорошо принимали, естественно, с такими бумагами. И когда в столицу стали уже поступать первые отчеты о действиях этого самозванного ревизора, его арестовали и за проделки отправили в Шлиссельбург, ни много ни мало, на 14 лет. Однако после воцарения Николая I амнистировали. Он, опять же, сделал себе фальшивый паспорт, сбежал куда-то в Одессу, из Одессы еще куда-то. Написал царю несколько писем с обвинениями во всех грехах. Не за то его посадили. Короче, поймали, опять сослали в Сибирь, в Иркутск. Он не успокоился. Медокс в Иркутске стал следить не абы за кем, а за губернатором. Губернатором в Иркутске в то время был бывший видный декабрист, один из основателей Союза спасения. Вас отсылаю к нашему разговору о декабристах. Александр Муравьев. Точнее говоря, не губернатором он был, а городничим. Медокс писал на Муравьева доносы в третье отделение. Он якобы выкрал у Муравьева документы. Правда, слал не сами документы, а вольное изложение этих документов от руки после расшифровки. Где-то он их там расшифровал и переписал. Из которых яствовало, что в столицах существует общество тайное, продолжающее дело декабристов. И всем этим из Иркутска руководит Муравьев. Это заинтересовало Бенкендорфа. Медокса вызвали, представили к нему жандарма и отправили его в Москву. Ну, почему в Москву? Потому что он говорил, что главное декабристское общество в Москве. Они все там на балах собираются и чинят новый заговор против государя-императора. В Москве Медокс в процессе расследования умудрился жениться, ограбил жену, прихватил ее приданное и опять исчез. Однако был жандармами найден, вновь отправлен в Шлиссельбург, где провел еще 22 года, вплоть до смерти Николая. Очень яркий и живучий парень. Чем еще занималось третье отделение? Не поверите, улучшением жизни рабочих. Ими была создана специальная комиссия для исследования быта рабочих людей в столицах.
И по инициативе третьего отделения в Петербурге устроена постоянная больница для рабочих. Затем такая же больница была создана и в Москве. Конечно, занимались вопросами культуры. Поскольку декабристов спрашивали, откуда у вас такие шальные сумасшедшие идеи, и они отвечали со ссылками на иностранных философов, публицистов, то был сделан несложный вывод, что иностранная литература вредна, цензуру надо усилить, и лишние публикации переводные иностранных авторов запретить. Был принят так называемый чугунный цензурный устав, правда, ненадолго, через пару лет его сильно смягчили, но так либо иначе, хотя формально цензура была под контролем Минпроса, но реально цензурой занималась спецслужба, третье отделение. Я не привожу никаких аналогий, я просто вам рассказываю. Цензорами было много очень приличных людей. Писатель Аксаков работал цензором, тот самый, который «Аленький цветочек». Поэт Глинка, Вяземский, Тютчев. Все это хорошие цензоры. И, в общем-то, наличие таких фамилий в числе служащих третьего отделения говорит нам о чем? О том, что никакого революционного движения в обществе не было. Охранительную позицию государства в основном общество тогда поддерживало. Политические и литературные дела были единичны. Самое известное из них, конечно, дело Чаадаева, его философическое письмо, которое было напечатано в 1836 году в журнале «Телескоп». Чаадаев, романтический певец национального пессимизма, конечно, шокировал всех, даже Александра Сергеевича Пушкина, достаточно свободомыслящего человека. «Телескоп» журнал был запрещен. Цензор, пропустивший это письмо, отставлен от службы, а редактора даже сослали куда-то. Чаадаева хотели тоже сослать в Сибирь. Но заступничеством Бенкендорфа всего лишь поместили под домашний арест и объявили тронувшимся в уме. Вот нас пишут, объявили сумасшедшим. Если бы объявили сумасшедшим, посадили бы в сумасшедший дом. Одев смирительную рубаху, и как там лечили буйных сумасшедших в то время, вы можете догадаться. Ничего подобного. Чаадаева всего лишь на некоторое время оставили под домашним арестом с обязательным ежедневным визитом к нему за казенный счет доктора, который справлялся о его здоровье, главным образом здоровье ментальном. Вот что писал Бенкендорф по поводу статьи Чаадаева. «Статья сия возбудила в жителях московских всеобщее удивление. В ней говорится о России, о народе русском, его понятиях, вере, истории с таким презрением, что непонятно даже, каким образом русский мог унизить себя до такой степени, чтобы нечто подобное написать. Подобная статья не могла быть написана соотечественником, сохранившим полный свой рассудок. Его Величество повелевает, дабы вы поручили лечение его искусному медику, вменив всему последнему в обязанность непременно каждое утро посещать господина Чаадаева, и чтобы сделано было распоряжение, дабы господин Чаадаев не подвергал себя вредному влиянию нынешнего сырого и холодного воздуха. Сидел в промозглую погоду дома». Ну и еще из литературных дел. Лермонтов, дерзкое, по тем временам возмутительное стихотворение «На смерть поэта», ссылка на Кавказ, правда, ненадолго, благодаря заступничеству богатой бабушки, вскоре Михаила Юрьевича вернули. Он был прощен. Тарас Шевченко со стихи на украинском языке был забрит в солдаты. Ну, до этого его мы выкупили из крепостных, как мы помним, наша дворянская интеллигенция. Стихи были внимательно изучены, и без права писать и рисовать Шевченко был отправлен на военную службу. Жестоко? Жестоко. Но интересно, что написал глава третьего отделения, тогда уже Алексей Орлов, по поводу этого дела. «Стихами сиими в Малороссии могли посеяться и укорениться мысли о возможности существования в виде отдельного государства, что возмутительно. Не откажешь Алексею Орлову в проницательности. Не откажешь». Попали в третье отделение и коммунистические сочинения. Маркс, Энгельс и иные. И вот тут реакция третьего отделения была поразительной. Эти сочинения прошли специальный так называемый Бутурлинский цензурный комитет, который запретил
опровергать коммунистические идеи и вообще дискутировать на эту тему. Какое было объяснение? Ибо в процессе полемики приходится излагать, кавычки открываются, и самые правила этих систем, имеется в виду коммунистических систем, марксистских учений, излагая и самые правила этих систем, ложные для ума зрелого и благонамеренного, но вредные в чтении людей легкомысленных. Шикарно, не правда ли? То есть умный человек, опытно образованный, поймет, что это все белиберда, то, что пишут коммунисты. А вот молодой, легкомысленный может взять это на веру. Поэтому лучше мы это вообще не будем ни комментировать, ни опровергать, ни обсуждать. Мы коммунистические идеи будем не замечать. Для того времени весьма тонкий подход. Я повторюсь, что Бенкендорф и Алексей Орлов не вникали в оперативную работу. Для этого у них были заместители. Заместители толковые. При Бенкендорфе это главным образом был Максим фон Фок. Я почему упоминаю эту фамилию? Она достойна памяти интересующихся историей спецслужб. Потому что, собственно, Максим фон Фок, старый полицейский волк, он был директором канцелярии Министерства внутренних дел, он и придумал создание третьего отделения. Он написал записку Бенкендорфу через несколько месяцев после восстания декабристов относительно создания некой высшей полиции. Раскритиковал существующую систему сыска, написал, что у агентов низкий моральный уровень, они заинтересованы в деньгах, поэтому часто поставляют избыточную, непроверенную информацию в надежде на премии, на вознаграждение. Предложил поменять структуру, перевести часть опытных чиновников из МВД в новую спецслужбу, подчинив всех непосредственно Бенкендорфу. Ну, то есть, по сути, идею, структуру и бюджет третьего отделения придумал фон Фок. Бенкендорф этой идеей загорелся и уже эту записку за своей подписью, доработав, отправил императору Николаю. Интересно, что когда фон Фок умер, знаете, как отреагировал Пушкин? Вот так, не догадаетесь. На днях в Петербурге скончался фон Фок, начальник третьего отделения государевой канцелярии и тайной полиции. На самом деле начальником был Бенкендорф, фон Фок был начальником де-факто. Это человек добрый, честный и твердый. Смерть его есть бедствие общественное. Вопрос, кто будет на его месте? Этот вопрос важнее другого вопроса, что мы сделаем с Польшей. 731 год. Разгар польского восстания. Ну и, наконец, еще одна фамилия, которую нельзя не упомянуть, потому что, собственно, этот человек и является подлинным не Дзержинский, не Лаврентий Павлович. Он является подлинным системным создателем системной отечественной спецслужбы. Это офицер боевой Леонтий Дубельт. Тоже из немцев, из прибалтийских дворян. Очень скромного, кстати, происхождения. Он потомственного дворянства добился годам к 40 военной службой. Участник всех военных походов войны 812 года, ранен при Бородино. Кстати, что характерно, очень либерально мыслящий, дружил с декабристами и с Михаилом Орловым, и с Волконским. Привлекался за эту дружбу, за связи, за посещение декабристских кружков к следствию. Он все-таки был замаран тесным общением с государственными преступниками. Ушел в отставку с воинской службы, и вот в 1830 году полковник Дубельт поступает на перспективную работу в корпус жандармов. Не в третье отделение, а в корпус жандармов. И там становится дежурным офицером, помощником при Бенкендорфе. Бенкендорф его ценил невероятно, считал своей правой рукой. Дубельт был поразительно организован, невероятно трудолюбив. Говорили, что Дубельт раньше всех в империи просыпается и последним в империи ложится спать. И очень умен. Герцен писал, что Дубельт, цитирую, «наверное, умнее всего третьего и всех трех отделений канцелярии вместе взятых. Черты его, со слов Герцена, имели чье-то волчье и даже лисье, то есть выражали тонкую смышленность хищных зверей, вместе с тем уклончивость и заносчивость». Такой изощренный комплимент. Ну, скажем, что нелюбовь
Герцена и Дубельта была взаимной. Дубельт, как вспоминали современники, за одно только упоминание имени Герцена вспыхивал, как порох. Губы его тряслись. «Герцен!» — кричал он с неистовством. «У меня 3000 десятин жалованного леса. Я не знаю такого гадкого дерева, на котором бы я его не повесил». Поэтично выражался. А вот что писал Дубельт своим сыновьям. Это не официальное письмо начальству. Это наставление подрастающим взрослым сыновьям. «Не заражайтесь бессмыслием Запада. Это гадкая помойная яма, от которой кроме смрада ничего не услышите. Не верьте западным мудрствованиям. Они вас к добру не приведут». Вот такой был человек. Дубельту приписывалась уникальная способность по выражению лица и голосу собеседника угадывать его мысли, что он скрывает. Ну, то есть техника, которую сейчас учат в спецслужбах, мало кто может ей на самом деле овладеть, страшно сложно, язык жестов, язык мимики, видимо, как-то интуитивно этим спецтехникам ЦРУ и нашей разведки интуитивно Дубельт владел. При этом все вспоминали его как человека порядочного, не злого, который помогает нуждающимся, особенно бедным сиротам из простых семей, который всегда держит данное слово, к которому можно обратиться, попав в тяжелую ситуацию. При этом как Бенкендорф, так и Дубельт терпеть не могли инициативных доносчиков-любителей. Они прекрасно понимали, что донос очень часто орудие мести, и, в общем, честно говоря, их просто презирали. У Дубельта был такой принцип: доносчикам и осведомителям из числа их инициативных добровольцев эффективный донос платили. Но Дубельт платил всегда цифрой кратным 3. Он говорил, это в память о 30 серебряниках, чтобы они понимали, кто они есть. Тем не менее, эффективные и лично порядочные люди, Бенкендорф, Дубельт, Орлов, в общем-то, и создали первую машину спецслужб, 3-е отделение. Оно хорошо работало, пока все было спокойно, пока дело ограничивалось такими полусмехотворными делами, о которых я вам рассказывал. Когда начались большие проблемы, когда появились народовольцы, настоящие заговоры, когда царя чуть не взорвали в Зимнем дворце, вот тогда и было принято решение 3-е отделение ликвидировать. Слишком оно мягкосердечно, слишком оно либерально. Пора переходить к жесткой линии. Функции 3-го отделения были переданы департаменту полиции МВД и, конечно, уже с другими штатами, с другими финансами и с другими возможностями. Закончить я хотел бы рассказом о деле Петрашевского, который является прекрасной иллюстрацией к деятельности 3-го отделения. Многие наши либеральные историки представляют его как естественный результат злонамеренности работы Бенкендорфа и Дубельта. На самом деле это не совсем так. Дело действительно неприятное, тяжелое и бессмысленное. Ну, давайте я вас, как говорится, введу в контент, а там уже потом мы сделаем с вами выводы. Согласитесь вы с моей позицией или нет? Значит, кто такие петрошевцы? Петрошевцы – это условное название, как и декабристы. Это не одна организация, это вообще не организация. И это даже не один кружок. Это несколько литературных кружков в Петербурге, самый известный из которых – это кружок Петрошевского. Петрошевский – хозяин большой квартиры, где члены этого литературного кружка собирались. Сам он молодой человек, ему не было еще и 30 лет, блестяще образованный. Выпускник, кстати, Царскосельского лицея. Хотя он после Царскосельского лицея, который приравнивался к высшему образованию, уже мог пойти работать в любое министерство, он, тем не менее, поступил еще и закончил юрфак Московского университета. То есть глубоко образованный человек. Работал в МИДе. Отец – знаменитейший хирург. Он даже пытался спасти Милорадовича, смертельно раненого. Хирург, военный медик, который дослужился, представьте себе, до генеральского чина. Очень уважаемый. После отца Михаил Петрошевский унаследовал огромную квартиру в Петербурге. Квартира большая, собираться в ней удобно, и друзья его, единомышленники, сослуживцы собирались, обсуждали разного рода прогрессивные политические идеи. Называлось это «Пятница у Петрошевского», поскольку собирались они после работы вечером по пятницам. Среди самых известных посетителей литературных пятниц Николай Данилевский, автор
интереснейшие книги, всем рекомендую почитать, кто не читал, и очень актуально звучащие и сегодня. «Россия и Европа». Запомните это имя. Это, конечно, Федор Михайлович Достоевский. Это другой известный писатель той поры, Алексей Плещеев. И это даже Салтыков-Щедрин. Всего посетителей всех этих литературных кружков, не только Петрашевского, следствие потом насчитает более 150 человек. Ужинали, общались, обменивались мыслями по поводу модных тогда социалистических теорий социалиста-утописта Фурье. Была большая библиотека у Петрашевского. Ну, надо сказать, что библиотека в основном запрещенных на тот момент цензурой книг. Пропагандировали среди товарищей социалистические и материалистические идеи. Любые насильственные действия петрошевцы отрицали, революции, мятежей не замышляли, но говорили о том, что необходимо отменить крепостное право, необходимо провести реформы. Иногда даже выступали публично за конституционную монархию. Эта тема тоже обсуждалась. Ну, то есть, по большому счету, судить их можно было, если судить, не за деяния, они ничего не делали. Осуждать, либо судить их можно было только за слова. Ну, а слова, кто тогда не говорил о необходимости реформ? Сам Николай говорил, сам Бенкендорф был противником крепостного права. Да, собственно, все третье отделение считало, что крепостное право, как мы с вами на прошлой встрече обсуждали, есть пороховой склад, заложенный под государством. Так бы все это и закончилось, наверное, общими разговорами, если бы в литературный кружок Петрашевского не проник один полицейский агент, не сотрудник третьего отделения. Это был сотрудник полиции. И этот инициативный полицейский агент слушал и записывал, слушал и записывал, слушал и записывал. Написал огромный донос. Из управления полиции, дело политическое, попало к Дубельту в третье отделение. Дубельт доносу хода не дал. Он посчитал это все глупостями и чепухой. Однако дело так либо иначе приобрело звучание. Министр внутренних дел лично стал эту историю продавливать, что, мол, это опасный заговор. Предполагалось, что все это будет доложено в самых черных красках императору. Пришлось тогда третьему отделению проявить инициативу и совместно с полицией, под ее давлением, под давлением Министерства внутренних дел, произвести арест. Арестовывал Петрашевского Дубельт лично. По легенде, Петрашевский, смеясь, попросил Дубельта не смотреть на полки в его квартире и библиотеке. Он говорит: вы знаете, здесь столько запрещенной литературы, вам просто станет дурно, если вы увидите все эти корешки. Дубельт был человек опытный, дурно ему не стало. В общем, в результате постепенно рождается политическое дело. Что вменяется петрошевцам в вину? Главным образом два пункта. Первый явный – богохульство. Они действительно читают вслух, восхищаются, аплодируют очень модному тогда письму Виссариона Белинского Гоголю. Это письмо было официально запрещено, оно содержало резкие высказывания в адрес как самодержавия, так и церкви в первую очередь. Ну и второй пункт обвинения, помимо богохульства, создание революционной организации. Второй пункт был совершенно надуман. Третье отделение попыталось дело все-таки спустить на тормозах. Ничего не получилось. Был создан специальный суд. Возглавлял этот суд брат министра внутренних дел. Брат брату помог. И были вынесены этим специально созданным полувоенным судом невероятные для литературного кружка приговоры. 21 человек был приговорен к расстрелу и значительное число к ссылке в Сибирь. Представьте себе, военный мятеж в центре столицы декабристов. Войска стреляют по правительственным войскам. 5 смертных приговоров. Какие-то ботаники, интеллигенты на квартире, читают запрещенное письмо и говорят о необходимости реформ. 21 расстрельный приговор. В числе приговоренных к расстрелу был и молодой военный инженер, подающий надежды писатель Федор Михайлович Достоевский. На тот момент, по-моему, поручику в отставке. Чем объяснить подобную жестокость? Объяснение может быть два. Первое, конечно, борьба спецслужб
то есть МВД против третьего отделения, кто лучше защитит императора и Россию. Второе объяснение, самое главное, надо обратить внимание на дату. Все это происходит в 1849 году. Вся Европа накануне была потрясена серией революций, восстаний и мятежей. Вся Европа полыхает. И, конечно, Николай I находится на невероятном взводе. У нас-то ограничилось волнениями в Польше, и все. Но все ждут, не перекинется ли это в Россию. Нет ли в России тайных организаций, которые как-то связаны с европейскими. В конце концов, Бенкендорфу, третьему отделению, удалось смягчить этот безумный приговор. Было решено проучить петрошевцев. Их в белых балахонах зимой вывели на эшафот. Первых 3 привязали к столбам, руки за столб, сзади. На голову одевается белый колпак. Сначала над головами их ломаются шпаги, поскольку это дворяне. Это так называемая гражданская казнь, лишение дворянского звания и всех гражданских прав. Затем Петрашевские и еще 2 участника его кружка, привязанные к столбам, и напротив них выстраиваются солдаты с заряженными ружьями. Все остальные, 18 приговоренных к расстрелу, наблюдают за этой сценой. В последнюю секунду перед командой Пли зачитывается императорское решение, императорский указ о помиловании. Всех отправляют в ссылку либо на каторгу в Сибирь. Достоевский получит 4 года каторги, проведет их в Омской каторжной тюрьме, после этого еще недолгое время в солдатском гарнизоне. Эти события полностью перевернут мировоззрение Федора Михайловича в каторжном аду, заставит его по-новому взглянуть и на свою жизнь, и на жизнь своей страны, и превратит молодого либерала Достоевского в одного из самых консервативных и таких проправославных писателей и философов своего времени. В общем, как вы видите, дело петрошевцев – это тоже не инициатива Бенкендорфа и Дубельта. Вот так сложилось. Темные времена. На фоне революционно бурлящей Европы безумная конкуренция силовых ведомств привела к такому безумному делу. Достоевский вспоминал о Дубельте потом как преприятном человеке. И Федор Михайлович не кривил душой. Равно как Бенкендорфа с теплой вспоминали декабристы, так и Дубельт всегда старался проявить максимальное участие, понять мотивы и, насколько возможно, смягчить судьбу осужденных, расследуемых им дел и потенциальных государственных преступников. Он действительно относился к людям по-человечески. Надо сказать, что эти преприятные люди делали пренеприятную работу. Что ж тут поделать? Если бы на их месте оказались кто-то другие, люди с типажом князя Кесаря Рамадановского, Малюта Скуратова и иных, наверное, Федору Михайловичу, декабристам и Петрашевскому пришлось бы гораздо тяжелее. Наверное, Чадаев не сидел бы под домашним арестом с ежедневным визитом доктора. А Лермонтов бы оказался не на Кавказе, а где-то совершенно в другом месте. Появление спецслужбы было закономерно. Но слава богу, что во главе ее оказались действительно порядочные и адекватные люди. Великие реформы государя-императора Александра II. Но мы же понимаем с вами, что Александр II не сам, не лично, не в одиночку старался улучшить, видоизменить, перевернуть, по большому счету, огромную, самую большую страну, самую большую державу в истории, раскинувшуюся на 3 континентах, объединившие, как считать, 150, 200 разных этносов, сотни языков, множество конфессий. Ничего подобного никогда в истории человечества не существовало. И вот эта гигантская, необъятная, безграничная держава нуждалась, вне всякого сомнения, в преобразованиях.
Вообще слово «реформа», оно от латинского «реформаре» – преобразовывать. То есть речь шла о преобразовании государства. Обычно реформы начинают не от хорошей жизни. Вынужденный характер реформ проявлялся в том, что нужно было укрепить государство. Крымская война показала, что что-то не работает, что-то не так. Ну, представьте себе состояние Николая I, его старший брат в течение полугода уничтожил, разгромил и изгнал самую большую армию в истории человечества, великую армию Наполеона. Несколько тысяч солдат и офицеров, уцелевших, смогли перебраться обратно через Неман. Ну, а дальше начались заграничные походы. Полгода. А теперь намного меньшие силы англичан, французов, турок, сардинцев зацепились за самый краешек нашей земли в Крыму. И вся наша громадная держава, вся эта наша миллионная армия ничего не могут сделать. Ничего не получается. Даже Севастополь, ведь Севастополь, в отличие от Ленинграда в годы Второй мировой войны, ни в какой блокаде не был. С одной стороны стояли союзные силы, а с другой стороны нормально осуществлялся подвоз к Севастополю, шло снабжение. Даже дети Николая I во время Севастопольской кампании свободно туда приехали, великие князья, повоевали там какое-то время, потом уехали. А сбросить союзников в море не получается. Вся система не работает. Поэтому скоропостижная кончина Николая Павловича Романова и неудача в целом Крымской войны привела к тому, что перед правительством Александра II встала необходимость проведения реформ. Вообще реформаторов много, десятки. Я бы начал, если перечислять их, наверное, с самой замечательной женщины XIX века, совершенно нынче забытой, и, может быть, когда-нибудь мы посвятим ей отдельную беседу. Это тетя Александра II, великая княжна Елена Павловна. Она вообще стопроцентная немецкая принцесса. Русский язык выучила, выйдя замуж за младшего брата Николая, великого князя Михаила. Ее 4 было, помним с вами, сыновей. Александр, Константин, потом рождались дочери, а потом уже Николай с большой разницей в возрасте и Михаил. Это дядя Александра II Освободителя, Михаил Павлович. Он такой солдафон, офицер. Злопыхатели говорили, что единственная книга, которую он в своей жизни прочитал, это военный устав. Вряд ли это правда, конечно. Но его невеста, немецкая принцесса Елена Павловна, как раз была дамой очень прогрессивной, утонченной. У него был самый знаменитый литературно-художественный великосветский салон в Петербурге. И она считалась буквально двигательницей реформ Александра II. Она, естественно, была постарше, пользовалась в семье авторитетом и племянников своих воспитывала в прогрессивном ключе. Затем нельзя не вспомнить и Ростовцева, помните того самого молодого декабриста, который выдал декабристов? Сообщил о восстании, но никого не назвал. Дослужился до больших чинов и стал одним из активнейших реформаторов времен Александра II. Там будет и граф Блудов, активный реформатор еще, который с Пушкиным вместе в кружке Арзамас состоял. Наверное, и Петр Валуев, министр МВД, и Милютин-младший, талантливый очень юрист и один из составителей проектов различных христианской реформы. Но, в конце концов, мы с вами остановимся только на 3, потому что иначе у нас ни на что времени не хватит. Что я хочу сказать, прежде чем перейти к судьбам наших 3 главных, наверное, реформаторов. Судьба реформаторов не только в нашей стране, а где бы то ни было, нелегка. Как показывает практика, практически все реформаторы не доделывают свои реформы до конца. На каком-то этапе их от этого отстраняют. Это первое. Второе. Практически все реформаторы рано или поздно оказываются в опале. Формы опалы могут быть самые многообразные. Кто читал, старинная, довольно интересная книга Лажечникова «Ледяной дом». Она посвящена как раз
известному реформатору Волынскому времен Анны Иоанновны. Там он сильно идеализирован, но это художественная литература. Он там такой рыцарь без страха и упрека, глава русской партии, борется с немецким засильем при Бероновщине. Все это, конечно, не совсем так. Но Волынский действительно был очень одаренным администратором, пытался много чего сделать. Закончил, как мы помним с вами, на плахе, с полной жутью, с вырванным языком, в процессе пыток его. Так принято было раньше. Времена такие были нехорошие. В книге там подробно описывается, как он уже с бывшими своими коллегами, соратниками, находясь рядом с палачом на плахе, обменивается репликами. Этого не могло произойти на самом деле, поскольку к моменту казни он уже был истерзан, и язык у него был вырван. Есть другие примеры. Помните избранная рада при Иване Грозном? Курбский, Адашев, Сильвестр и прочие свободомыслящие по тем временам и, можно сказать, прогрессивные государственные деятели. Лидером неформально считался Алексей Адашев. Адашеву, можно сказать, повезло, вовремя умер. Иначе бы, наверное, судьба у него была такая же, как у Волынского. Спиранский реформировал, отправился в опалу. Александр I был гуманным человеком, обошлось без членовредительства. Но, правда, Спиранский исключение исправил, потому что потом он вернулся во власть. Это величайшая редкость и в нашей истории, и в мировой. Обычно реформаторы на каком-то этапе их от власти отстраняют, и они, в лучшем случае, где-то там доживают свой век. А что еще объединяет все реформы? Это их запоздалость. Ключевский так и писал. В запоздалости реформы есть великое историческое затруднение русского народа. Я думаю, что любого народа. Никакие реформы никогда не проходят вовремя. Как правило, реформаторы не представители высшего эшелона власти. Это наиболее образованные и продвинутые представители среднего слоя. У них свежий взгляд, и они пытаются что-то поменять. Это вполне естественно, потому что, если ты рожден кронпринцем, зачем тебе что-то менять? У тебя и так все хорошо. Есть исключения. И вот наш, например, великий князь Константин Николаевич, совершенно необычный реформатор. Он из тех рожденных с серебряной ложкой во рту, как говорят англичане. Сегодня расскажу вам о 3 эволюционерах, 3 реформаторах, которых объединяло, во-первых, они все болели за дело, а не за свое место. Большая редкость. Во-вторых, они все были людьми очень принципиальными и твердыми в своей позиции, не гибкими. В-третьих, они все были против любых революционных изменений. Они все были сторонниками эволюции. Называли за глаза либеральными бюрократами. Жизнь у них у каждого была своя, в чем-то похожая, в чем-то разная. Начнем, наверное, с самого старшего. Дмитрий Алексеевич Милютин. Он примерно лет на 10 старше других реформаторов. Вот здесь я как раз хотел сказать о том, как мне не нравится мода времен Александра II на вот эти вот бакенбарды. Длинные. Почему это казалось им красивым, ума не приложу. Это так не просто старит, это так меняет лицо. Помните, мы когда о Скобелеве говорили, 30 лет посмотришь издалека. Уж лучше бы борода была нормальная. Но вот мода была такая, вслед за царем. И вот Дмитрий Алексеевич Милютин родился, как только закончились наполеоновские войны. Он из дворянской семьи, не богатой, но семья со связями. Потому что дядя его по матери – это небезызвестный граф Киселев, первый министр госимуществ, глава Росимущества, выражаясь современным языком, человек близкий к императору Николаю I, который был у Николая I самым главным либералом и провел очень хорошую реформу, продуманную по облегчению положения государственных крестьян. 3 брата было. Дмитрий Милютин, средний Николай, тоже будет известный политический деятель. Вообще интересная семья. Предки Милютина
прадедушка, он работал истопником, печником в Зимнем дворце. Ну, что-то там топил, дровишки подкладывал, следил за порядком. И вот как-то он, видимо, там правильную поддерживал температуру. Видимо, был человеком достаточно аккуратным и сообразительным, что умудрился дослужиться, будучи истопником, до личного дворянства. Это все во времена примерно поздней Анны Иоанновны, ранней Елизаветы. И вот от истопника пошел род дворян Милютиных, незнатных совсем и не сильно богатых. У отца Милютина была фабрика. Видимо, истопники были предприимчивыми. И небольшое имение. Правда, и фабрика, и имение было в глубоких долгах, в кредитах, как бы сейчас сказали, перед банками. И отец Милютина все время пытался как-то с этими долгами расплатиться. Сына отдал в пансион при Московском университете. Он там поучился какое-то время. Это был платный, дорогой пенсион. Плату за него внес дядя. Богатый Киселев. Просто хотел сделать приятное сестре. По окончании пансиона не пошел в университет. Пошел по офицерской линии, на военную службу. Сначала унтер-офицером в артиллерийские части. Там прослужил несколько лет. Сдал экзамен на офицерский чин. И вот с 19 лет обучается в Императорской военной академии. Это та самая военная академия, которая потом станет Николаевской академией генерального штаба, где будет учиться Скобелев. Помните? А сейчас это главная наша военная академия, Академия генерального штаба на Юго-Западной. Но я как-то вам уже рассказывал во время наших прошлых встреч, что раньше система образования военных была совсем другая. И сейчас Академия генерального штаба – это высший третий уровень, где генералитет. Либо уже генералы учатся, либо будущие генералы. А тогда это просто учебное заведение, куда можно поступить в 19 лет, и которое готовит офицеров штабных и также преподавателей, тех, кто будет учить будущих офицеров. Вот там учится Милютин, учится хорошо. Он уже тогда переводит статьи из зарубежных военных журналов, причем не только по военному делу, но и по математике. Он же артиллерист, поэтому разбирается в математике. Офицер молодой, но уже так скептически смотрит на систему военного образования. В его записках есть довольно любопытная фраза, оценивающая, как в Николаевской России учили будущих офицеров. Позволю себе процитировать, кавычки открываются. «Наши офицеры образуются совершенно как попугаи. До производства, ну, имеется в виду производство в чин, до производства их они содержатся в клетке и беспрестанно им толкуют. Попка налево, попка направо, попка кругом. А попка повторяет налево, направо, кругом. Когда попка достигает до того, что твердо заучит эти слова, и при этом будет уметь держаться на одной лапке, ему, наконец, надевают эполеты, отворяют клетку, и он вылетает из нее с радостью великой и ненавистью к своей клетке и прежним к своим наставникам». По окончании Академии генерального штаба Милютин просится на Кавказ, не в гвардию, не в штаб, а в зону боевых действий. Воюет и в линейных частях, принимает участие в многочисленных боестолкновениях. Тяжело ранен в плечо. Пули тогда, помните, большие были. Да? Поэтому там ему разворотила кость. Параллельно занимается научной работой. Ну вот я посмотрел ради интереса, как во время службы на Кавказе, какие научные труды писал Милютин. Брошюра, опубликована в 1843 году, соответственно, это Милютину чуть 30 лет нету, звучит так. «Наставление к занятиям обороне и атаке лесов, деревень и других местных предметов». Ну, понятно, что никакая это не научная работа, это просто практическое пособие, как лучше воевать на Кавказе. Из той же серии, например, у нашего генерала, будущего маршала Чуйкова, который, помните, частью Сталинградской обороны руководил, у него была такая научная книжка, у меня дома хранится, небольшая брошюрка, пособие по правильному ведению уличных боев. Ну, после Сталинграда он понимал, как это надо организовывать. Все, кстати, пользовались в годы Великой Отечественной войны, очень считалось полезно. И даже у нашего прославленного снайпера Василия Зайцева тоже была своя научная работа. Пособие для снайперов. Как правильно отстреливать фашистов. Там, кстати, есть ноу-хау. Например, Зайцев был адептом, даром что мальчик, охотник из Сибири,
Ни в коем случае нельзя снайперу воевать в одиночку. Обычно парами. Во-первых, подстраховывают друг друга. Вдвоем можно заметить то, что один не заметит. Тут один выстрел — вопрос жизни и смерти. Во-вторых, если уже не втерпешь куда-то отползти, памперсов раньше не было, ну, сутками лежали без движения, выжидая цель свою. Но на крайний случай второй удержит позицию, подстрахует. Напарник всегда фиксирует попадание. Снайпер вел книжку такую специальную, где записывалось: офицер, снайпер. Если не удавалось взять жетон, поразил офицера, подползти, жетон снять с него. Но это не всегда возможно, конечно. Поэтому второй снайпер, напарник, подстраховывает, подтверждает достоверность показаний. И все это у него в брошюре подробно описывается. Вот такого же рода научные работы были и у Милютина. И вот на Кавказе по рекомендации своего боевого товарища, князя Борятинского, известный человек, он потом станет командующим всей Кавказской армией. А тогда Милютин и Борятинский, посмотрите, они ровесники, ведь Борятинский 815 года, а Милютин 816. Ну, Борятинский гораздо знатнее. Милютин, ему с дядей повезло, а Борятинский — это знатнейший род. Там царь абсолютно нормально мог домой к Борятинским приехать или заехать к ним в имение, погостить. Это богатейшие люди. И, конечно, такой полковой товарищ, как Саша Борятинский, Милютину помогал поначалу. И он порекомендовал Милютина в военное министерство. Тогда было не Министерство обороны. Оно называлось у нас, начиная с наполеоновских войн, военное министерство. Сейчас у нас Министерство обороны. Политическое название. Тогда было откровение. Морское министерство и военное министерство. И Милютина назначили помощником военного министра. 30 лет это не было еще. И заодно еще профессором военной академии. То есть он еще и преподавал. Преподавая в военной академии, Милютин напишет самый главный свой научный труд, посвященный Александру Васильевичу Суворову. Исследование итальянской кампании будет написано настолько интересно, легким языком, с глубочайшим знанием дела, военной истории, что икона всех историков XIX века, знаменитый профессор Грановский, Ключевский говорил, что мы все ученики Грановского в какой-то степени. Грановский напишет, что труд молодого офицера Милютина принадлежит к числу тех книг, которые необходимы каждому образованному русскому человеку прочесть. И без сомнения займет весьма почетное место в общеевропейской исторической литературе. В общем, Милютину присудили за эту книжку Демидовскую премию, самую престижную научную премию той эпохи, кстати, с большим денежным выражением. Помните, Демидовскую премию за учебник химии получил молодой ученый Менделеев. Членом-корреспондентом Академии наук избрали. Милютин, работая в министерстве, очень четко понимает болевые точки русской армии того времени. Численность слишком большая, но большинство – рекруты малообученные, ополченцы, армия неэффективна, промышленность не способна обеспечить ее всем необходимым, ввоз оружия из-за границы с началом Крымской войны, естественно, прекращен, опираемся только на собственный ВПК, ВПК работает плохо, транспорт работает плохо, ничего довести до Крыма не можем, недостаток пороха, недостаток продовольствия, недостаток винтовок, недостаток орудий, ничего не хватает, инфраструктура разрушена, связь не работает, как всегда бывает, когда нам кажется, что у нас все хорошо. Во время Крымской войны и после нее он опять на Кавказе начальником штаба армии у того самого Борятинского, с которым они вместе начинали служить. Успешно воюет, заканчивается Кавказская война, участвует Милютин в пленении Шамиля, подает записки наверх о том, как нам реорганизовать армию, как сделать лучше. У него все-таки большой опыт получается и в действующей армии. Он и ученый, он и историк, он и боевой офицер, редко такое бывает. Он и преподаватель, он и чиновник военного ведомства. Все это вместе видит, как это должно работать. И в конце концов, по рекомендации той самой Елены Павловны, тети Александра II, она говорит: Саша, обрати внимание, умнейший офицер. Его назначают сначала товарищем военного министра, то есть заместителем, а потом, собственно, и военным министром. И вот вскоре после назначения Милютин подает программу из 10 пунктов.
Как нам преобразовать русскую армию? Касается численности войск, комплектования, штаты, строевая подготовка, личный состав, суды, провиант, медицинское обеспечение, артиллерия, инженерия. Что надо делать? Идеалом тогда считалась армия французская. Почему французская? Якобинцы в свое время создали вот эту громадную массовую армию, не профессиональную, а по всеобщей воинской повинности. Ее Наполеон, собственно, и унаследовал, поэтому он так успешно воевал. Самая большая армия и самая легко пополняемая была французская. Ну и плюс это хорошо накладывается на такие идеалистические, гражданские идеи, которые витали в обществе. Кто должен служить в армии? Все граждане, мужчины. Ну, кто может? Потому что только так гражданин должен реализовывать свои гражданские права, защищая Отечество, как в Древнем Риме. В Древнем Риме как было? Кто имел право римского гражданства? Два условия. Собственность и оружие. И обязан служить в армии. Все. Если у тебя нет собственности, и ты не служишь в армии, ты не гражданин. Ну и плюс ко всему, естественно, практические соображения. Меняется вооружение. Нарезное оружие, нарезные пушки. Флот кардинально меняется. Нужны массовые армии. Содержать огромную массовую армию постоянно экономике не под силу. Значит, армия должна быть поменьше, пока войны нет, и иметь возможность резко увеличиться за счет достаточно подготовленных ранее солдат, когда начинаются боевые действия. Такое можно сделать только если есть всеобщая воинская повинность, если есть призыв. Много чего было сделано. Структурно армия менялась, военные округа появились, система военных учебных заведений кардинально при Милютине изменилась, появились юнкерские училища, дополнительно к военным училищам. Но коли мы начали говорить о перевооружении русской армии военным министром Дмитрием Милютиным, то не могу не обратить ваше внимание на этот уникальный экспонат, находящийся на нашем уникальном столе, на который я так люблю присесть. Кобура подлинная от револьвера марки «Кольт». Это тот самый Сэмюэль Кольт, который, как известно, сделал людей равными, как гласит горькая шутка. А вот это сертификат к этому револьверу о принятии его на вооружение в русскую армию, подлинник с подлинной подписью военного министра Дмитрия Милютина. Поэтому я так аккуратно его держу. Сэмюэль Кольт – настоящий американский предприниматель, никаких комплексов. Во время Восточной войны, когда были объявлены большие экономические санкции ведущими европейскими державами, и, можно сказать, почти блокада в отношении России на поставку нам вооружения, контрабандой мистер Кольт поставлял в Россию свои револьверы. Однажды его крупный груз, спрятанный в сотнях тюков с американским хлопком, ну, кто забыл, хлопок покупался в огромных количествах российской текстильной промышленностью. Среднеазиатского хлопка у нас еще не было. Поэтому с определенной долей допущения можно сказать, что Соединенные Штаты были сырьевым придатком Российской империи и ее прогрессивной текстильной промышленности. Так вот, в тюки с хлопком Сэмюэль Кольт засунул партию в несколько тысяч револьверов. Она была остановлена где-то на таможне, вскрыта, и мистер Кольт заплатил колоссальные штрафы каким-то европейским банкам за нарушение санкций в размере $100 тысяч. Это его нисколько не остановило, и он продолжил контрабандные поставки оружия в русскую императорскую армию. Кстати, несколько раз после этого встречался с императором Александром II, и эти кольты-револьверы находились на вооружении сначала наших жандармов и полиции, потом кавалерии, а потом всей русской армии, вплоть до момента, когда они были заменены на более дешевые и, видимо, эффективные, трудно сейчас сказать, револьверы марки Смит и Вессон и Наган. Я не буду подробно рассказывать о реформе системы военного образования, но вот коль рядом с нами такой замечательно сохранившийся подлинный мундир, то напомним. При Милютине,
кадетские корпуса были переименованы и несколько структурно изменена система преподавания. Они стали военными гимназиями. Доля гражданских дисциплин в образовательном процессе выросла, военных уменьшилась. Предполагалось, что выпускники новых военных гимназий могут пойти не только офицерами в армию служить, но и поступить в любой университет по ускоренной программе. Образование давалось в военной гимназии приотличное, заняться любым гражданским делом. Только 2 кадетских корпуса с полным пансионом, куда брали детей от 7 лет, сохранились исключительно как элитные военные образовательные учреждения. Это так называемый финляндский корпус и пажеский корпус. В пажеском корпусе отнюдь не пажей готовили, а элиту русской армии. И вот перед вами мундир, на мальчика, наверное, лет 11, и, опять же, подлинный шлем замечательный, дизайна государя-императора Николая I. Это мундир кадета пажеского корпуса. Пажеский корпус по сравнению со всеми другими учебными заведениями соответствующего профиля отличался 2 вещами. Первое. Он всегда был платным и довольно дорогим. Почти никаких льгот. Чтобы учиться в пажеском корпусе, семье нужно было иметь деньги. И второе, даже если у тебя есть деньги и нет достойной военной фамилии с достойными предками, служащими в русской армии, тебя туда, скорее всего, бы не взяли. Это элитнейшая из элитных военных школ. Ну и, соответственно, третье отличие. Выпускники пажеского корпуса – это костяк русской императорской армии. Вот, собственно, мундир кадета. Боюсь даже к нему прикоснуться. Настолько эта вещь овеянная русской военной славой. До Милютина можно было из солдат выслужиться в офицеры по сроку службы безупречной. Начиная с Милютина невозможно. Только сдавая определенный экзамен. Офицер должен закончить какое-то учебное заведение, быть образованным человеком. Просто так из солдата, служив 20 лет, в офицеры перестали производить. Потому что тяжело командовать. И тактика усложнилась. И оружие другое. Выше требования к офицерскому корпусу. Главный проект Милютина – это так называемый устав о всеобщей воинской повинности, который ему удалось продавить. Все не хотели, на самом деле. Очень много было оппонентов, потому что раньше было просто. Офицеры в основном дворяне, в основном своем. Армия сословная. Соответственно, рекруты – это профессионалы. Поначалу, конечно, бестолковые, но со временем, как говорится, кто жив останется, наблатыкаются и становятся подготовленными профессиональными солдатами, контрактниками. Выражаясь современным языком, только у них контракт на 20-25 лет, и деться им некуда. Прервать контракт невозможно. Никак. Зато это профессионалы, это суворовские чудо-богатыри. А вот этих вот наберешь призывников, и что с ними потом делать? Сначала казалось, что просто все рухнет. Как только мы откажемся от профессиональной армии, ничего не получится. А плюс к этому Милютин, будучи таким военным либералом, категорически был против всех видов телесных наказаний. И вот этого ему удалось. Он буквально продавил отказ от телесных наказаний. Было раньше как? Шпицрутены прогоняли сквозь строй. Для моряков – кошки, для гражданских – плети. Естественно, с отменой телесных наказаний в армии отменялись и телесные наказания внесудебные для гражданских. Отменялось клеймение. Все эти реформы цепляли одно за другое, но до Александра II клеймили. Пугачевцам какие ставили клейма? З – злодей, И – изменник, Б – бунтовщик. Великая была либеральная реформа, запретили ставить клеймо на лицо. Но на остальные части тела разрешали. При этом Николай I, он систематизировал. Все строго. Кат – каторжанин, Б – беглый, СБ – ссыльно-беглый, СК – ссыльно-каторжный. Сразу было понятно. Отмена телесных наказаний шла тяжело. Привыкли.
Предполагалось, что только по решению суда, только преступника где-то в Сибири за суровую провинность можно наказать, выпороть. Но инерция мышления, и вот помним с вами, в чем провинился петербургский градоначальник Трепов. Он был в заведенном состоянии, инспектировал какое-то СИЗО, как бы сейчас сказали. Начинающий террорист, некий студент, отказался демонстративно перед ним снять шапку. Не сниму. Не буду проявлять уважение к сатрапу царскому. Ну, это сказал, ну, ладно, выпороть его. Его выпороли. Но этот студент не был осужден судом. Он находился в качестве подследственного. Соответственно, это нарушение царского указа. Он еще не осужден. Никто не имеет права приговорить его к телесному наказанию. Поэтому эмоциональная девушка по имени Вера Засулич пришла и в знак своего решительного протеста попыталась прямо в кабинете застрелить Трепова. Собственно, с чего начался массовый терроризм. В Трепова она, слава богу, не убила, ранила. Можете себе представить, вот сегодня, да? С пистолетом просто прийти с улицы в кабинет к губернатору Петербурга. Проще раньше было все. С сумочки достала. Присяжные ее оправдали. И, конечно, общество было в ужасе. Половина общества в ужасе от того, что как можно оправдать убийцу, а вторая половина, как можно выпороть несчастного невежливого студента за просто так. Общество было расколото. Помните Гоголя, унтер-офицерская вдова? Она же сама себя выпорола. Городничий не имеет права распорядиться о порке. Решения суда не было. Сама себя выпорола. Милютин был хоть и либерал в части отношения к солдатам, но во всем остальном совсем не либерал. Активный сторонник завоевания Средней Азии. Постоянно на эту тему спорил с любимым министром нашего МИДа Горчаковым. Горчаков как раз не хотел завоевания Средней Азии, потому что жутко боялся, как на это посмотрит Англия. На что Милютин говорил, англичане целое царство завоевывают, им вообще все равно, как Россия на это посмотрит. Чем мы должны оглядываться на них? Когда во время русско-турецкой войны находился при свите Александра II, мы пытались дважды взять Плевну, и главнокомандующий Николай Николаевич, брат царя, говорит, все, ничего не получается, надо от Плевны отходить. Единственный человек, который настаивал на повторном штурме Плевны, был Дмитрий Милютин. Настоял, составил план третьего штурма вместе с Татлебиным. Плевна пала. Потом Александр II говорил, единственный человек в моей свите, вопреки мнению всех, настоял не отступать от Плевны. Кстати сказать, за это Милютин получил святого Георгия второй степени. А это редчайший случай, потому что у него не было Георгия ни четвертой степени, ни третьей. То есть перепрыгнул через 2 награждения. Не все было идеально у него, как у министра. Были проблемы со снабжением. Он поддержал идею раздать частным компаниям. Многие чудовищно воровали на этом. Хотел создать конкуренцию какую-то. Ничего из этого, видимо, не получилось. Но самое любопытное, что в условиях контрактов с этими частными компаниями, которые занимались поставкой продовольствия, амуниции, было вписано, что армейское руководство обязано эту компанию заранее информировать. В этом пункте обязательно появятся армейские через неделю. За неделю проинформировать. Такая была большая наивность, поэтому все эти частные компании были наводнены буквально турецкими, французскими, английскими шпионами, которые внимательно смотрели, куда везут продовольствие, значит, там наше вскоре и окажется. Наивный пункт. После смерти Александра II Милютин сразу подал в отставку. Хотя сам Александр III не планировал его менять. Он жил в Крыму, в Семиизе, маленький городок, курортный. Там у Милютина была дача. Мы пытались заняться ее восстановлением. Ничего не получается, никому не нужно. Находится на балансе какого-то медицинского учреждения, крымского. Полнейшая разруха, абсолютная. К сожалению, большому. Вот он там прожил многие-многие годы. Поучаствовал в 2 последних коронациях. Когда короновали Александра III, Милютин нес государственный меч. Когда короновали Николая II, нес императорскую корону. Затем в ходе торжеств в честь открытия в Москве памятника Александру II, который был в Кремле, вот его снесли, когда Ленин бревно носил тогда, помните, во время субботника, Милютина произвели в генерал-фельдмаршалы, и это был последний русский фельдмаршал, уже находясь на военной пенсии.
Оставил интереснейшие воспоминания. Активно следил за ходом русско-японской войны, за ходом революции 1905 года. Написал, так назывались, «Старческие размышления о современном положении военного дела в России». Ну, старческие, потому что когда их издали, точнее, я даже не знаю, когда бы издали, когда он закончил рукопись, Милютину было 93 года. Представьте себе, потому самокритично. Но, тем не менее, в этих старческих размышлениях подробно написано о больших перспективах военного воздухоплавания и военного автомобильного транспорта, тогда, который только-только появлялся. Умер в Крыму на 96-м году жизни. Пережил свою супругу на 2 дня. С ней прожили вместе, наверное, лет под 70. Похоронены на Новодевичьем кладбище. Рядом надгробие. Их когда-то закатали в асфальт. Дорогу проложили, снесли. И вот военно-историческое общество несколько лет назад провело целое исследование. Нашли, восстановили. Очень трогательно, когда там смотришь на даты рождения, даты смерти. Правильные мысли в голове. Воспитали много детей они. Все сыновья стали офицерами, естественно. Один, по-моему, даже до генерал-лейтенанта дослужился. Хорошая семья. Счастливая судьба у Милютина. Вот ему повезло. Он ушел в отставку сам. После 20 лет руководства военным ведомством устал. А потом раненый человек, много воевавший, пользовался большим уважением до последних дней. Когда он умер, по всей армии объявили траур. Можете себе представить. Наверное, любой более-менее образованный и прогрессивный генерал, оказавшись на месте Милютина, в той либо иной степени проводил бы те же самые реформы. Потому что во всем мире тогда армия постепенно переходила на принцип массового комплектования и призыва. Но Милютин сделал одну очень важную вещь, которая была следствием его характера. Он очеловечил армию. Очень много внимания уделял образованию. И офицеров, и солдат. Огромное количество ротных школ, каких-то учебных команд. Издавались специальные журналы для солдат. Книжки, брошюры. Всячески поощрялась грамотность. Возвращались из армии люди образованные. Плюс ко всему отмена телесных наказаний. Началось с армии, распространилось на всю страну. Этого в Европе нигде не было. Это только у нас так. Не забывайте, что в английских школах телесное наказание запретили только во второй половине 20 века, а в частных школах в начале 21-го. А у нас в основном при Милютине. И хотя многие говорили, армия с этими молодыми новобранцами, это не суворовские чудо-богатыри, седые, которые прошли огонь, воду, медные трубы, перед которыми не было ничего невозможного. Но, тем не менее, как показало время, и та же самая война на Балканах, непоротый солдат, инициативный, умеющий читать, писать, соображающий и понимающий свой маневр, воевал немногим хуже, а чуть-чуть подучившись, и ничуть не хуже опытного рекрута. Поэтому я думаю, что Александр Васильевич Суворов, если бы подробно ознакомился с Милютинской армией, то в целом бы остался доволен. Сказал бы, с учетом новых реалий, все сделал Милютин правильно. Второй наш герой – Михаил Тариелович Лорис-Меликов. Он, как видим с вами, почти на 10 лет моложе Милютина, и он из любимого перечня тех русских, которые не русские. Мы говорили с вами и о шотландцах, Барклай де Толли, Брюс, о немцах, Мини Хастерман и другие, серб Милорадович, грузин Багратион. Малороссов не буду приводить в пример, потому что малороссы – это, собственно, русские. Еще один стопроцентный армянин, оказавшийся на самой вершине власти в Российской империи.
второй человек после государя-императора. Сам принцип, что из далекой провинции туземец становится вторым человеком в империи, но это все равно, чтобы индус какой-нибудь стал вторым человеком в Британской империи. Или какой-нибудь африканец из Марокко стал бы премьер-министром Франции. Можете себе представить? Или индеец президентом США. Да? Вот. А у нас как-то нормально. Это все говорит, кстати, о колоссальной веротерпимости, толерантности. В Российской империи не обращали внимания на национальность никакого. Чуть-чуть обращали на вероисповедание, а так, какая разница? Лютеранин, католик. Ни на что это не влияло. Или там армянская христианская церковь. Значит, семья знатная Лорис Меликовых. Лори – это город и область в Грузии тогда была. Сейчас, по-моему, в Армении. Этот город принадлежал, и вся территория вокруг принадлежала их семье. Был такой эдикт, по-моему, персидского шаха. Дарование города и окрестностей семье Лорисов. Ну, потом границы менялись, и вот на момент, когда родился Лорис Меликов, они жили в Тифлисе. Это была армянская семья, дворянская, которая жила в Тифлисе и занималась там бизнесом. Редкая история для дворянства, но не для армянского дворянства. Мальчик смышленый, Миша, видимо, слух музыкальный, хватка на иностранные языки. Он, как пишут, к 11 годам говорил по-русски, естественно, армянский, грузинский, азербайджанский, турецкий. А также еще немного по-немецки и по-французски. Посмотрев на такого вундеркинда, папа отправил его в Лазаревский институт восточных языков в Москву, где он еще выучил за 2 года обучения персидский и уже досконально турецкий. И готовился к дипломатической карьере. Однако с карьерой дипломатической не задалось, потому что буквально накануне диплома Мишу Лорис Меликова из Лазаревского института выгнали с позором за хулиганство. Хулиганство заключалось в том, что у них химию преподавали, и учитель химии изобрел какой-то суперклей. Был такой советский фильм «Москва Кассиопея», старый, кто, может, помнит, там был суперклей. Я создал универсальный клей. Он клеит все. И вот он суперклей говорил, я этим клеем все могу приклеить. Все могу приклеить. Где-то там в лаборатории Миша сотоварищ этот клей изготовил по рецепту своего учителя и обильно намазал кресло учительское. Проверить. Ну, дальше можете себе представить. За злостное хулиганство его отчислили из института. Ну, что дальше остается делать? Ну, не домой же возвращаться с позором, торговлей заниматься. Уже понравилось в столице. Поэтому он пошел в школу гвардейских подпрапорщиков. На самом деле, очень престижное было учебное заведение. В будущем оно будет преобразовано в знаменитое Николаевское кавалерийское училище, которое будет готовить элиту кавалерии, кавалергардов. Шефствовал этим училищем тот самый Михаил Павлович, брат Николая I. Ну, кстати, среди выпускников этой школы подпрапорщиков Миша Лермонтов, его убийца Мартынов, композитор Модест Мусоргский, тот самый Борятинский, кстати сказать, тоже кавалергард будущий, сослуживец, фронтовой товарищ нашего первого героя Милютина. Ну, а далее вся элита Белой армии: Врангель, Дутов, Капель, Маннергейм учится, служит, получает первый офицерский чин, подружился с Некрасовым. Они вместе квартиру снимали на 2. Вот с той поры полюбил литературу. Ну и дальше по окончании училища Лорис Меликова переводят на Кавказ. Ему повезет, он на каком-то этапе станет помощником Воронцова, нашего любимого графа Воронцова, командующего Кавказской армией и наместника на Кавказе. Лорис Меликов там много воевал, участвовал в пленении, а потом переходе на нашу службу знаменитого Хаджи Мурата. Много с ним общался, оставил интересные записки. И, кстати, повесть Льва Толстого, она как раз навеяна записками Лорис Меликова. Что интересно, ну, представьте себе, сам родом с Кавказа, со всеми говорит на их языках, понимал суть кавказской жизни. Впоследствии Лорис Меликов всегда говорил, что управлять Кавказом очень легко. Надо только знать язык народа, которым ты управляешь, и надо знать его традиции, чтобы их не ломать. Подходить с уважением. Цитата из письма Лорис Меликова. «Правительство сделало все, что могло,
и силой оружия закрепила Кавказ за империей. Но для того, чтобы присоединение это обратилось в прочную неразрывную связь, необходимо культурное влияние. Необходимо, чтобы русские люди и капиталы устремились в этот благодатный край и устраивались в нем земледельцами, промышленниками, фабрикантами. Это такой вот совсем не военный взгляд. Он популярен среди солдат, его очень любят все. Называют его, как по-русски всегда отчество непонятное переделывали, Михаил Тарелкович. Еще у него фишка, поскольку он, опять же, местный и всех знает, во время турецких войн он формирует отряды из охотников, как то говорили, добровольцев из числа армян и грузин. И вот эти местные армянско-грузинские формирования, которые, естественно, терпеть не могут турок, очень эффективны. Они перерезают коммуникации, они, зная местность, воюют у себя дома, участвуют во время Крымской войны в осаде Карса, и его отряды охотников очень помогают блокировать подвоз продовольствия. Карс тогда одна из самых таких сложных крепостей. На востоке англичане руководили обороной. Если бы там у них была еда, и не была заблокирована поставка продовольствия, мы бы там еще 3 года около Карса стояли. Поэтому, когда Карс взят, молодой офицер, полковник тогда, 30-летний Лорис Меликов, назначается комендантом Карса. И вот тут, я немного отвлекусь, появляются его первые способности не военные. Вообще человек удивительный, потому что очень много дарований вот в этом армянском юноше сложилось сразу. Помимо того, что он полиглот и говорит, пишет, читает на 10 языках, он отличнейший администратор, умеет со всеми обо всем договариваться. Он договорился с турецкими чиновниками каким-то образом, что они все в Карсе останутся, будут продолжать работать, несмотря на то, что мы взяли крепость, мы же должны там всех выгнать, всех заменить на своих. Нет, все работают те же турки и собирают налоги с местных торговцев. В результате, представьте, мы присоединили огромную территорию, благодаря руководству Лорис Меликова субсидии не используются. Территория полностью продолжает жить на свои деньги. Это раз. Во-вторых, была проблема серьезная с мусульманским населением. Естественно, армяне-то радуются, возвращается территория Великой Армении, и армянин-комендант, и все это прекрасно. Но местное и турецкое население, и мусульмане, они озлоблены. К тому же закрыты все мечети. Потому что неверные гяуры, значит, против Аллаха, они вот это все мечети закрыли. На самом деле мечети закрыли англичане еще во время осады Карса, устроив во всех мечетях в городе склады вооружения. С их точки зрения очень разумно, потому что русские не будут бомбардировать мечети, а вот там мы весь порох, ядра хранить в мечетях и будем. Все как положено. И вот эти мечети закрыты. Лорис Меликов собирает всех священников мусульман, закрывает двери и говорит: знаете, дорогие мои, сейчас время 10:30, смотрит на часы. В 12 на всех минаретах, как там у вас положено, объявление муэдзины, и начинается служба. У вас есть 1,5 часа. Кто против Божьей воли, я обещаю, повешу. Вот прямо, видите лампы, вот прямо на этих лампах. Все, кто против. Такое удивительное сочетание угроз, внимания к местным правоверным. Эффект получился 100%. Тут же было объявлено, что это Божья воля, что пророк явился кому-то во сне и сказал, что надо все мечети открыть незамедлительно. Полный порядок, большое уважение. В общем, когда мы Карс в итоге по условиям Парижского мирного договора, помните, обменяли на Севастополь, турки и союзники ушли из Севастополя, мы вернули им Карс, так Лорис Меликову даже турецкое руководство объявило благодарность за то, что край в образцовом порядке, все работает, магазины открыты, склады открыты, активная торговля. После возвращения Карса Лорис Меликов, молодой генерал, 32 года. Ему поручают уже разные дипломатические задания, довольно сложные, связанные с выселением в Турцию местного черкесского населения. Там это большая трагическая история. Но и там Лорис Меликов проявляет дипломатическую гибкость, успешно справляется со всеми заданиями и назначается, в конце концов, руководителем Терской области. Это большая часть Кавказа. Губернатором, как бы сейчас сказали. Руководит Терской областью долго, по-моему, больше 10 лет. Крестьянскую реформу,
все реформы Александра II, все он там реализует. И, в общем, как вспоминал один из авторитетных тогда публицистов, внук Карамзина, князь Мещерский, побывав во Владикавказе, столице Терской области, этот маленький городок Лорис Меликов сделал красивым большим городом с бульварами, театрами, большими зданиями для училищ. Очень много тратил денег глава Терской области на образование, открытие новых школ, училищ. Одно ремесленное училище полностью за свой счет построил и содержал. Госпиталем. В общем, Лорис оставил о себе память даровитейшего администратора. Потом новая русско-турецкая война. Лорис Меликов второй раз берет Карс, командует Кавказским корпусом. К этому моменту Карс просто лучшая крепость на Востоке, абсолютно неприступная считается и очень серьезно. Заклятые друзья, европейцы, укрепили и перестроили. Лорис Меликов берет ее за один день с первого штурма. Вот как-то он так организовал это. До этого несколько месяцев топтались, там, по-моему, больше года. Лорис берет ее за один день. Ложный штурм, ложная колонна идет. Турки бросаются ей навстречу. Основные силы заходят с другой стороны. Все. Город взят. Молниеносно. Получает за это Георгия второй степени. И производство в графа Российской империи со всем потомством. Армянин. В общем, это человек, которого направляют решать проблемы. Вспыхивает эпидемия чумы в Астраханской области. Настоящая. Ну, казалось бы, какая чума? Вторая половина 19 века. Ну, вот как-то так умудрились. Занесли из Персии сотни погибших. Никто не понимает, что с этим делать. Вот. А тут люди деревнями вымирают. Лорис Меликов назначается диктатором, по сути, с диктаторскими полномочиями на несколько современных областей. Астраханскую, Саратовскую, Самарскую. Быстро решает вопросы. Тогда чумную палочку еще не обнаружили, не понимали, что вызывает заболевание, что является причиной. Поэтому лечили по старинке. Главное – порядок. Много карантинов, кордоны, никого никуда не пускать, все окуривать, все сжигать, плохое все уничтожать, дым, проверки, никого не выпускать. Ну, в конце концов, это все сработало. Самое тяжелое – это уничтожение больших запасов рыбы и икры в Астрахани. Потому что рыба тухла, ее прятали, там льдом обкладывали, а считалось, что вот через вот эту вот тухлую еду тоже чума передается. Целые военные операции проводились. И у Лорис Меликова были специальные офицеры, которые нюхачи. Ходили, вынюхивали. Все сжечь. Все сжечь. Этих офицеров боялись, так сказать, увиливали от них всячески. Самое интересное, что шокировало Александра II, когда он получил отчет о борьбе с чумой, Лорис Меликову, как губернатору нескольких регионов с диктаторскими полномочиями, была отпущена экстраординарно колоссальная сумма на борьбу с эпидемией. 4 миллиона рублей. Ну, не знаю, я каждый раз боюсь переводить современные деньги. 100 миллионов долларов, наверное, где-то примерно. Может, побольше. Но тогда просто денег было меньше, и деньги больше весили. Вот, напрямую переводить нельзя. Лорис Меликов потратил на все про все 10%, 90% вернул обратно в бюджет. Не поверили, как так? Мог все списать там на что-то. Кто считает, сколько там что сожгли. Все вернул. Но начинается гораздо более страшная чума, начинается волна террора. И опять нужны люди, которые решают проблемы. С чумой справился, переговоры с турками провел, с муллами договорился. Как военный вообще молодец. И Лорис Меликова назначают затыкать очередную дырку, назначают губернатором исконно российской Харьковской области, Харьковской губернии. Вот. Ну так, для понимания, предыдущего губернатора, целого князя Кропоткина, двоюродного брата нашего основателя русского анархизма Петра Кропоткина, застрелили. Поэтому место расстрельное. Лорис Меликов как-то смог договориться. Он сделал так, что харьковское общество, элиты, даже либералы харьковские, все же сочувствовали этим революционерам. Публицисты, блогеры. Они все стали сочувствовать власти. С момента, как Лорис Меликов стал руководителем Харьковской области, ни одного террористического акта вообще. Как будто все террористы исчезли.
Впоследствии, когда его переводили уже на работу в столицу, ему соорудили триумфальную арку. Граждане Харькова. На арке было написано: «Победителю Карса, чумы и сердец». 1880 год. Грянул знаменитый Халтуринский взрыв в Зимнем дворце. Чудом остался жив император, не успевший войти в столовую. Погибли десятки солдат-ветеранов, погибли слуги, официанты. Надо что-то делать. И наследник Александр III предлагает побороть бюрократию, создать чрезвычайную комиссию, которая будет координировать работу всех министерств и получит особые полномочия по борьбе с террором. Называется Верховная распорядительная комиссия. Александр II, он устал, он уже не молод. У него жуткие семейные проблемы, потому что вот эта вторая семья, Екатерина Долгорукая, дети, полное непонимание с собственными детьми, его затравили террористы. Ему очень хочется, чтобы появился кто-то, на кого он может вот взять весь груз ответственности и перевесить на кого-то, кто будет решать проблемы. И тут Лорис Меликов. Все ему советуют: посмотрите, в Харькове террористов нет. Он договорился как-то, он как-то эту проблему решил. И Лорис Меликов, 55 лет ему к этому моменту, назначается главой Верховной распорядительной комиссии с диктаторскими полномочиями. Ну, что о нем пишут? Лисий хвост, волчья пасть. В том смысле, что гладко стелет, такой, внешне такой либерал, ха-ха-ха. Он открывает закрытые газеты, закрытые цензурой. Да пишите, что хотите. Он встречается свободно с публицистами, журналистами, либерально мыслящей интеллигенцией, всех, так сказать, гладит по головке, обещает расширение свобод, продолжение реформ. Он же диктатор. Говорил, но это будет диктатура сердца. С пониманием, с сочувствием, но волчья пасть. Он говорит, те, кто не хотят по-хорошему, будем выжигать каленым железом. Не так, как раньше. На него организуется сразу покушение. Он снимает дом в центре Петербурга, на Большой Морской. И там же где-то во дворе дома его попытался застрелить террорист-одиночка. 3 дырки в шинели. Он боевой офицер все-таки, Лорис Меликов. Ты в него попади еще. Там, вправо, влево. Потом он его сам схватил и скрутил. Поймал. Скрутил его, передал жандармам. Ну, там, обращение интеллигенции. Вы же нам обещали, уважаемый Михаил Трелович, давайте начнем новую жизнь, эру свободы. Давайте начнем с помилования террориста. К нему приходит тоже ветеран турецкой войны, популярнейший писатель Гаршин. Помните, такой был? Приходит к нему домой, умолять его на коленях простить этого террориста. Ну, тогда у нас у всех писателей, там, Толстой потом впоследствии будет просить помиловать убийц Александра II. Ну, генерал Меликов принимает ветерана, популярного публициста, беседует с ним, говорит, вы тронули мое сердце, конечно, надо прощать, подходить к этому по-христиански. На следующий день суд, в один день его повесит сразу на следующий день. Без всяких разговоров. Причем не просто повесят, а повесят публично. Это будет первая публичная казнь в России после повешения декабриста. Там несколько человек допустили посмотреть за казнью. А вот за тем, кто пытался убить Лорис Меликова, там свободно, пожалуйста, на площади. В газетах писали, сотни скамеек, табуреток, ящиков, бочек и лестниц образовали каре вокруг войска. Ну, войско окружало виселицу солдата. За места платили от 50 копеек до 10 рублей. Места перекупались. Ну, у нас же большая редкость, у нас не как Европа, публичных казней не было, поэтому вот такое новшество вызвало большой ажиотаж. Повесили. По ходу диктатуры Лорис Меликова, а в августе его еще назначат министром внутренних дел, комиссия будет распущена по его инициативе. Это главное министерство, по сути, он будет премьер-министром, вторым человеком после царя. Ну вот по ходу года его правления, с начала 80-го по начало 81-го года, масса политических процессов, по-моему, человек 20 повешено террористов. Никакого либерализма не было и в помине. Но имидж сложился, что он большой либерал, потому что он открыл газеты, со всеми встречался и говорил правильные слова.
Графиня Клейн-Михель, хозяйка одного великосветского салона в Петербурге, такая сплетница, о нем писала: «И любезный, и грубоватый в одно и то же время, не лишенный хитрости. Он умел по отношению женщин и мужчин, чтобы им понравиться, применять всякие приемы, всегда имевшие успех. В клубах, в салонах, только и разговору, что было об этом прекрасном армянине. С графом Альденбергом и с министром внутренних дел он был консерватором, с великим князем Константином славянофилом, с немецким послом германофилом, с лордом Дуссерином, ну, видимо, британским послом, ярким приверженцем английской политики, а с генералом Шанси восторгался французской армией». Ну, в общем, такой хитрый восточный человек. Умел всем понравиться. Конституция Лорис Меликова. Это большой миф. Конституции не было никакой на самом деле. Он вообще не был сторонником каких-то революционных преобразований. Такой типичный постепенновец. Но понимал, что нужно как-то мирный протест отделить от вооруженного протеста и противопоставить их друг другу. Поэтому все, кто за мирные реформы, им надо потихоньку, не спеша идти навстречу. Он сказал, что нужно собрать орган с законосовещательными полномочиями. То есть будет некая комиссия, наподобие комиссии, на которой обсуждалась крестьянская реформа на протяжении долгих лет. В этот орган войдут чиновники, представители земств, представители городских дум, и будут обсуждать, какие лучше принять законы. То есть это не орган, принимающий законы, это не парламент. Лорис Меликов категорически противник парламента. Он считает, как, кстати, и все наши реформаторы, о которых идет речь, что парламент – это западноевропейское изобретение, это вообще дело вредоносное, это не нужно. Вот будет такое собрание представителей, оно будет обсуждать, какие лучше принять законы, потом свои предложения направлять императору и в Государственный совет. И далее уже профессионалы будут эти предложения рассматривать. Это предложение о создании такого собрания представителей у нас почему-то называется Конституцией. Оно было революционно по тем временам. Ну как же так? Это появится выборный орган, который будет советовать царю. Не принимать решения, а советовать. Поэтому за глаза это называли Конституцией. Хронология такая. Лорис Меликов убедил в этом всех. Убедил царя. Император завизировал проект о созыве собрания представителей. Очень похоже на название американской Нижней палаты Конгресса. House of Representatives, Дом представителей. А у нас было собрание представителей. Он завизировал этот указ и направил его на рассмотрение в Совет министров. Совет министров, конечно, вещь абсолютно формальная. Меликов его в той либо иной степени контролировал. Поэтому далее 4 марта должен был Совет министров тоже завизировать и вернуть уже императору на подпись. Скорее всего, 4 либо 5 марта у нас бы появился впервые в нашей истории законосовещательный выборный орган при царе. Что было бы, конечно, большим шагом по пути такого постепенного развития страны. Постепенной либерализации. Но, к сожалению, большому, в тот же день, 1 марта, утром царь визирует, царя взрывают. Не сразу этот проект был отвергнут, его обсуждали в правительстве. Резко против высказался Победоносцев. Резко против высказалось еще несколько членов правительства. Все давили на Александра III. Александр III тоже миф, что он вот прямо сразу там разорвал эту конституцию. Нет, он говорил, ну, это же воля моего отца. Он завизировал, значит, он считал это правильным. Они ему говорили, это почти парламент. Но это не был никакой парламент. Кстати сказать, сам Александр III был не против такого законосовещательного органа. Он говорил, только надо список расширить. Вот там в этом в вашей палате представителей от Лорис Меликова, в ней какая-то большая пропорция горожан получается и представителей земств. Земства – это в основном дворяне, конечно, главным образом. Образованная интеллигенция. А у нас опора государства кто? Кто за царя-батюшку? Крестьяне. Крестьян не хватает, говорил Александр III. Получается, он был такой еще более демократичный. Говорил, где крестьяне? Давайте побольше крестьян. Нам нужны фермеры, зажиточные люди. Ну вот как лучший враг хорошего. Александр III, получается, критиковал этот проект с точки зрения недопуска туда основной массы верящего и монархию крестьянского слоя.
Победоносцев критиковал со своей точки зрения, консервативные министры со своей. Параллельно все обвиняли Лорис Меликова, естественно, в чем? Он же министр внутренних дел. Ему подчиняется департамент полиции. Вы как проглядели убийство государя-императора? Вы куда смотрели все? Какой вам парламент? Вы охрану царя не способны обеспечить. Ну, что мог сказать Лорис Меликов? То, что он несколько дней до этого уговаривал, умолял царя вообще не покидать дворец, вообще прекратить любые поездки по городу, пока не переловят эту всю народную волю. И он подал в отставку. В итоге вышел манифест Александра III о незыблемости самодержавия. Лорис Меликов уехал за границу, чтобы не мозолить глаза здесь. И на юге Франции, в русском городе тогда практически, в Ницце, скоро умер. 64 года. Из числа тех людей, которые не могли жить без работы. Отпевали в православной церкви, естественно, никакой армянской церкви во Франции не было. Гроб отвезли в Тифлис, где он родился, где жили его родственники. Там в Тифлисе похоронили в армянской церкви. Несколько слов про личную жизнь Лорис Меликова. Ничего мы про его интрижки не знаем. Жена княжна из знатного грузинского рода. Кстати, дожила аж до революции 17 года. Умерла в Петрограде. 6 детей. Одна Елизавета, не поверите, скончалась в 1968 году. Можете себе представить? 100 лет почти прожила. Застала еще Брежнева и Пражскую весну. До сих пор много потомков Лорис Меликова в Европе, в США. Хотя он у нас остался в памяти как автор Конституции, которая совсем не Конституция. Но удивительным образом его имя увековечено в топонимике. Я не мог в это поверить. Но проверили. Есть, во-первых, поселок Лорис в Краснодарском крае, это вполне естественно. Но есть село Лорис Меликова в Сибири, в Омской области. А рядом есть еще 2 села. Село Милютино и село Муравьево. Видимо, в честь Муравьева-вешателя. И было в советские годы 3 сельсовета рядом. Лорис-Меликовский сельсовет, Милютинский и Муравьевский. Каким чудом эти названия, как они там оказались, и кто их назвал, и как они сохранились, уму непостижимо. Недавно, буквально в прошлом году, открыли памятник Лорис Меликову недалеко от Анапы. У него там было имение небольшое. Дети его там жили в основном, выращивали виноград, пытались сделать такое образцовое винодельческое хозяйство. Закупали лозу. Потом Первая мировая война. Все виноделие Лорис Меликовых накрылось медным тазом. Но сейчас, прямо рядом с его имением, заброшенным, естественно, давным-давно, находится винодельческое хозяйство Абрау-Дюрсо. Подхватили на каком-то этапе совсем другие люди и создали прекрасное российское вино и российское шампанское. Третий герой нашего рассказа – опровержение всех правил. Вот он из самой элиты. Он не просто cream of the cream, он просто топ. Он багрянародный принц. Кстати сказать, Александр II родился, старший сын Николая I, когда Николай I не был даже наследником престола. Он был просто великим князем. Помним с вами, да? А потом родилось несколько дочерей у Николая Павловича. А младший сын Константин уже родился, когда Николай I был императором. Поэтому всякого рода разводчики и злопыхатели все время говорили Константину: ты имеешь права на престол больше, чем твой старший брат. Старший брат родился, когда отец даже не думал о царстве, об империи. И никаких прав на это не имел. Юридическая коллизия. А ты родился у действующего императора. Какой соблазн. Какой соблазн, да? Считается почему-то, это общее место, что Александр II был такой рохлей, и у него никаких убеждений не было. Он впитывал чужие убеждения. Мы с вами знаем, что вообще он был таким
изначально консерватором, еще большим консерватором, чем его отец. Другое дело, что он был человек, понимающий реалии и гибкий, и поэтому он пошел на реформы. Вот как раз у Константина Николаевича убеждения были. Это убежденнейший либерал в хорошем смысле этого слова. Вообще великий князь – это член императорской семьи. Статус великого князя дает право на долю в имуществе семьи. Карман семьи Романовых и карман Российской империи – это разные бюджеты. За них отвечают разные люди. Семья владеет, конечно, огромными богатствами. Великие князья являются как бы микроакционерами семейного бюджета. Никаких прямых дотаций из бюджета империи они получать не могут. Ну, конечно, могут, но так не принято. Не смешивали карманы. Вот великий князь, он является миноритарием, акционером в этом бюджете семьи Романовых, раз. И он занимает определенную очередь в праве на престол. Мы помним с вами, что Павловский закон о престолонаследии, он очень разумный, очень простой, очень понятный. Там четко определяется, кто за кем должен занимать трон, если он опустеет. И в этой иерархии любой великий князь и любая девушка, женщина, великая княжна имеет свое место. Там она 18-я в очереди на престол. Может двигаться вверх, если кто-то скончается, либо вниз, если рождаются наследники. Великий князь Константин Николаевич – это младший брат и ближайший помощник в проведении великих реформ. Младше венценосного брата почти на 10 лет. Николай I всех своих сыновей с детства распределил. Старшего в цари себе на смену, Константина в моряки, а Николая Николаевич, который будет командовать нашей армией в Турции, по сухопутной военной службе, то есть в пехоту, а 4-го сына Михаила в артиллерию. С 7 лет Константин Николаевич на флоте. Есть довольно известная литография, на которой изображен сидящий в шлюпке государь-император Николай I, Николай Павлович, и на коленях он держит маленького моряка, своего сына Костю, великого князя Константина Николаевича. Константин Николаевич с 7 лет служил на флоте. И вот на этой литографии царевич Костя изображен именно в таком мундире. Это мундир флотского экипажа, который, собственно, носили моряки императорского флота. Ну, естественно, сшит по размеру, небольшому маленькому мальчику. Это, кстати, тоже вещь подлинная. Именно такой мундир носил 7-летний, наверное, правильно сказать, юнга, потом моряк, потом капитан, а потом морской министр и выдающийся реформатор и строитель русского флота великий князь Константин Николаевич. Одним из воспитателей Константина он назначил замечательного моряка Литке, вот которому недавно как раз памятник поставили в Кронштадте. И уже с 7 лет Константин начал ходить на кораблях Балтийского флота. С 7 лет. В 19 лет он капитан довольно большого судна. Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что, когда ты находишься на корабле, особенно в те времена, никакой связи нет. Никакой. Ты на борту высшее должностное лицо, ты принимаешь все решения. Все. Ученые не могут понять, почему вот Александр был такой нерешительный старший брат, сомневающийся, рефлексирующий. А Константин Николаевич, наоборот, сказал, сделал, такой пробивной, свободомыслящий. У одного отца родились, у одной матери. Я думаю, что причина заключается в том, что он с 7 лет на флоте. Он не в семье, он вот там где-то отдельно. И там отец особо им не командовал. Он вот все решения принимал сам. Во время отсутствия в Петербурге морского министра, а морской министр князь Менщиков, потомок Алексашки Менщикова, много времени проводил в разъездах, командовал армией в Крыму, как мы помним с вами. Фактически министерством управлял молодой морской офицер Константин Николаевич. Ну, как его вспоминали? Самый величественный из всех Романовых. Это писала фрейлина Анна Тютчева. Самый величественный из сыновей Николая I. Он, как и прочие, очень прост в обращении. И несмотря на невысокий рост,
В его взгляде, в его осанке чувствуется владыка. Политический взгляд. Министерство, которое он возглавлял, называли за глаза Министерством прогресса, потому что это был просто штаб либеральной бюрократии, мозговой трест реформ, кузница кадров будущих реформаторов. Идеалы у Константина Николаевича очень простые. Это постараться как-то соединить земскую демократию, монархию и местное самоуправление. Чтобы вот парламента не было, этих профессиональных парламентариев, которые за деньги, эти болтуны-адвокаты, как их тогда называли. А чтобы были люди, выбранные от всей земли, которые у себя на месте сами правят землей, сами распоряжаются всем в рамках тех законов, которые установлены в империи. А находясь в Петербурге, эти представители, эти палата представителей советуют царю, как править лучше, и Государственному совету, элите. При этом Константин Николаевич очень плохо относился к дворянству, очень плохо относился к аристократии. И что удивительно, было много проектов разного рода вот этих вот законосовещательных палат представителей. Самый либеральный был у Константина Николаевича, второй по либеральности у Лорис Меликова. Как ни странно, принц крови был либеральнее, чем фактически премьер-министр. Но было еще очень много дворянских проектов, что надо собрать законосовещательные органы, в основном, чтобы там были дворяне, потому что они образованные там, и так далее. Вот Константин Николаевич был всегда против этого. Он говорил, вы устроите олигархию, туда попадут только богатые, и они будут всем править. Зачем царю такие советники? Царю нужны советники от народа. И горожане, и мещане, и торговцы, и дворяне, чтобы все могли избирать своих представителей и советовать, какие лучше делать законы. Его за это дворянство очень недолюбливало. Привлек к работе целую плеяду молодых способных людей. Их так называли константиновские орлы. Это будущие министры. Вот из известных фамилий Набоков. Дед писателя Набокова был министром юстиции. Еще интересный Михаил Рейтерн, тоже из числа служащих морского министерства, который станет потом у Александра II министром финансов и будет настолько хорошим министром, что Александр III его оставит. Вид у него очень строгий и замученный. Такой абсолютный технократ. Семьи нет, детей нет, любовниц нет. В 8 утра на работе, с небольшими перерывами по графику до полуночи. Идеальный бюджет. Все расписано. Копейки не выпросишь у него. Константин Николаевич, пролоббировав его министром, потом умолял его увеличить бюджет на флот, а тот говорил, не могу, денег нет. Роспись, ваше высочество, давайте здесь сокращать. Поэтому Александр III его и оставил. У него был тоже графский титул. Ну, вот графский титул ни за что, ни про что получил его племянник. Уже детей не было. Константин Николаевич ввел принцип гласности. Это так называлось. Гласность Константина. Только не такая гласность, как у Михаила Сергеевича. Она была гласность при обсуждении проектов. Когда собиралось правительство, разрешалось и поощрялось всячески, чтобы приходили товарищи министров и высказывали свои мнения по тем либо иным проектам, указам, распоряжениям, чтобы максимально были эти заседания открытыми. Очень разносторонний человек. Одаренные люди, одаренные во всем. Он, например, невероятно интересовался путешествиями, создал и стал первым председателем Российского географического общества. И все огромные экспедиции той поры, Кругосветки, Хивинская экспедиция, экспедиция Пржевальского, экспедиция Миклуха-Маклая, это все инициатива и поддержка великого князя Константина Николаевича. Миклуха-Маклай, кстати, предлагал Папуа-Новая Гвинея к Российской империи присоединиться, и он уже с местными царьками об этом договорился, что они все с удовольствием станут губерниями Российской империи. Но наши не решились. Тогда эти новые территории сами к нам шли, а мы... Называют Константина Николаевича одним из инициаторов продажи Аляски. Это действительно так. И это была большой ошибкой, к сожалению. Много внимания уделял развитию, как бы сейчас сказали, науки и культуры. Он издавал полное собрание сочинений Гоголя. Можете себе представить, как бы критиковал самодержавие, ругал. А брат царя и сын царя лично курировал и давал деньги на издание собрания сочинений. Константину Николаевичу, как к
К любителю литературы обратился Владимир Даль, который написал вот это свое полное собрание пословиц и поговорок русского народа, и толковый словарь. Как-то у него не получалось, не хватало денег, надо было пройти цензуру. Ну и Константин Николаевич взялся лоббировать. И вот не поверите, ничего не получилось. Значит, он отнес рукописи. Ну, кто главный цензор в стране? Не только у Пушкина. Отцу. Тот с тоской посмотрел. Говорит, не Пушкин, там-то все понятно. И отправил это Уварову в Министерство просвещения. Сам Даль, сейчас процитирую. «Пословицы я услал великому князю К.Н. Он передал министру просвещения, но он не знал, что это через императора было. А тот в тоске Российской академии, которая, изучив объем, дала отзыв, что печатать подобные вещи недопустимо, ибо это значит отравить пищу и питье народу. Чем руководствовались академики? Они считали, что Даль собрал какие-то похабные и богохульные пословицы и поговорки. И их надо исключить из. Поговорки были такие, например. «Пойдем в церковь, спина болит. Пойдем в кабак, оболокусь да поволокусь». Или вот еще. «Жид не волк, в пустой сарай не заберется». Это разжигание национальной розни. Нельзя. А вот еще один из той же серии. Украинская поговорка. Даль-то он сам из Луганска, мы помним с вами, да? Тогда Луганск, конечно, даже Малороссией не считался, это чисто российская территория. Он подписывался казак Луганский, у него был псевдоним. Поговорка. «Кляты москали, понаставили столбов, проехать негде», сказал хохол, зацепив вазом верстовой столб в степи. Да. Пока Николай I был на троне, даже протекция его сына не помогла в преодолении цензуры. Зато Константин Николаевич издавал самый модный журнал того времени, не поверите. Это был журнал, назывался «Морской сборник». В истории Акунина он почему-то называется «Морской вестник». Я даже 10 раз перепроверил. «Морской сборник» он назывался. Это журнал морского министерства, служебный. Он стал одним из самых популярных журналов в России того времени. Там печатались авторы, некоторые имевшие отношение к флоту, как, например, Гончаров, писатель, «Фрегат Паллада». Замечательнейшая серия очерков, кто не читал. Это всем рекомендую. Потрясающе. 2,5 года писал во время кругосветного путешествия. Писатели Писемский, тот же Даль печатался. Ушинский педагог. У нас, кстати, этот год Ушинского, кто не знает. Год педагога и наставника. Драматург Островский печатался в журнале военно-морского ведомства. И вот вся редакция этого морского сборника, это была редакция таких прогрессивных литераторов, молодых чиновников, офицеров. Он издается сегодня. Это орган Министерства обороны Российской Федерации. Журнал военно-морского флота. И вы не поверите, это старейший в мире ежемесячный журнал по военно-морской тематике, издающийся без перерыва под одним названием. Вот, казалось бы, в нашей стране сколько раз все менялось под ключ. В 17 году, в 30-е, 40-е, еще раз, в другую сторону. Потом перестройка. Сейчас много чего меняется. Но одно неизменно. Журнал военно-морского ведомства, морской сборник, издается 170 лет под одним названием. Аналогов в мире нет. Безусловно, как военный министр очень много хорошего сделал для развития военно-морского флота. Дважды реформировал. Во-первых, с паруса на винтовые, как тогда называли, паравинтовые суда. Это первая реформа. Вторая реформа – броненосцы. Броненосный флот – это все детище Константина Николаевича. Хорошо разбирался в теме. Он сам писал морские уставы, как Петр I. Представьте себе, лично от руки правила писал. Во время Крымской войны руководил вместе с Литки обороной Кронштадта, устройством минных полей. Иначе бы к нам прорвался бы флот к Петербургу, британский. Но не могли пройти минные поля. Это все было создано под его руководством. Ну и главное дело всей его жизни, безусловно, это
крестьянская реформа, на самом деле именно он был главным двигателем крестьянской реформы. Он возглавлял соответствующий комитет и отстаивал, правильно сказать, не либеральные, более прогрессивные вариант крестьянской реформы, по которому крестьяне освобождали с землей, с очень долгой растянутой ипотекой. Вот это главное дело его жизни. Слушайте, 25 миллионов человек получило свободу. Мы вот этого сейчас не можем себе представить. Но представьте себе, крестьяне до реформы, мы, конечно, много можем идеализировать отношения при добром барине. Но на самом деле крестьянин не мог сам никуда уехать без разрешения барина. Вот он прикреплен физически к земле. Не мог жениться, выйти замуж без разрешения барина. Ну, конечно, в принципе, барину все равно. Но у нас же самодуров хватает, поэтому есть свободное время у барина. Приедет он в деревню, скажет: оброк маленький. Что-то маленький оброк. Управляющий говорит ему: так не с кого брать, население не растет. А барин говорит: что не растет? Девки не хотят замуж выходить, все носом крутят, вот детей мало. Барин говорит: так, всем построиться. Мужики здесь, девки здесь, не женатые, не замужние. На первое, второе рассчитайся. Так, значит, нравится вам гулять по сеновалам. Сейчас я в рамках традиционных духовных ценностей всех вас поженю. И кто до утра сам не определится, утром построю и уже буду сам решать. Вот и все. А развода тогда не было. Ну, то есть был, но это не для деревни совсем. Значит, замуж выйти не может. Имущество приобрести крестьянин не мог. Он не субъект экономического права. Он мог только от имени барина, по разрешению. Как-то все это очень сложно. Что бы мы ни говорили о экономической основе крестьянской реформы, она всем не нравилась, и тем, и другим. Но все сразу получили личную свободу. В правах крестьянин был уравнен с горожанином и с дворянином. Никакой разницы больше нет. И всем в армию служить по призыву. И все. Великое дело. Ну, нельзя сказать, что он был там выдающимся менеджером. То есть он мыслил правильно, но, как говорится, быстро загорался, быстро остывал. Вот его бросили в Польшу. В Польше провалился. Он сам попросился навести там порядок. Ну, цивилизованная страна. Страна она не была тогда, это набор губерний наших. Царство польское было ликвидировано после восстания 30-го года. Вот там постоянное бурление. И вот Константин Николаевич, посоветовавшись со старшим братом, исходя из своего романтического прекраснодушия, решил, что полякам не хватает свободы и уважения. И поэтому надо дать им побольше прав, пусть свой польский язык изучают, введем его в официальное делопроизводство, ну, там, почта, дороги, телеграфы. Сделаем инвестиции бюджетные, чтобы полегче им жилось, хотя и так было не сильно тяжело на фоне России, совсем, скажем. Позволим полякам занимать руководящие должности какие-то административные. Пойдем им во всем навстречу. Вот. Но, к сожалению, большому, им же хотелось не свободы сверху, им хотелось независимости и Великой Польши от моря и до моря. Поэтому вся эта примирительная политика никаких результатов не дала. Все равно произошел взрыв 1763 года. Восстание перекинулось на соседнюю Литву, на территорию современной Белоруссии, Западной Украины. Какое-то время Константин Николаевич пытался еще делать жесты доброй воли. На Пасху объявили всем восставшим амнистию. Думаю, что вот поймут, насколько государь милосерден. Ничего подобного. Никто не сдался, как они говорили тогда. Как резали русню, так и будем резать дальше. Ну, пришлось в итоге Константину Николаевичу уходить в отставку. Вместо него появились решительные генералы Берг и Муравьев. Ну и довольно быстро там порядок в Польше навели. А авторитет зато великого князя, как такого либерала-реформатора, был потерян. Потом его назначили уже на такую номинальную, но довольно важную должность председателя Госсовета. Это органы, где обсуждались разные законопроекты. И в этой должности он до гибели своего старшего брата и работал.
нельзя сказать, что он был таким уж слюнтяем. Нет, конечно. Например, в годы русско-турецкой войны, когда Скобелев стоял у порога Константинополя, как вы думаете, кто активнее всех выступал за взятие Константинополя? Ну, как ни странно, либерал Константин Николаевич. Причем выступал, на мой взгляд, правильно, вот, как мне кажется, рациональной точки зрения. Он говорил, мы Константинополь, скорее всего, не удержим, но мы его займем, и у нас будут лучшие условия для переговоров, для торга. Вот тогда мы расторгуемся по полной. Будет что ставить на карту. Не решились, испугались начала войны со всей Европой. Потом уже, после прихода его племянника Александра III к власти, пытался какое-то время он еще влиять, хотел создать партию политическую, партию такую прогрессивных дворян-землевладельцев. Ну, в те годы создания политической партии. Россия к этому еще не созрела. В общем, никто не разрешил ему создать правящую партию, поддерживающую царя. А была бы такая партия, как консервативная партия Тори. Он все время говорил, что должна быть оппозиция Его Величества и партия Его Величества. И мы вот будем этими двумя партиями реформы продвигать, и обе будут государя-императора поддерживать. Но не решились. Несколько слов, наверное, о личных качествах Константина Николаевича. У него было очень много недвижимости. Так получилось, что в акционерном капитале семьи Романовых кому-то деньги доставались, а кому-то недвижимость. Он чем только не владел. Стрельня, Павловск, Мраморный дворец в Петербурге, Ариадна в Ялте. Там тоже был дворец и парк. Это все личное имущество Константина Николаевича. У него всегда не было денег, потому что это все надо содержать. Когда он руководил военным министерством, стояла необходимость укрепления Кронштадта, в казне не было денег оплатить Путилову, знаменитому промышленнику, изготовление новых военных кораблей. Поэтому Константин Николаевич из своего личного бюджета оплачивал. А в письмах писал, ну вот, одной стрельни и меньше, придется продать. Он, не жадный был, всесторонне развитый человек в гуманитарном смысле. Я уже говорил, он любил литературу, любил музыку. Он председатель был Русского музыкального общества. Во многом мы подъему нашей музыкальной культуры обязаны Константину Николаевичу. При нем появились и консерватории, и строились оперные театры. Он прекрасно сам играл на многих инструментах, и профессионально играл на рояле, на виолончели, на органе. Очень и очень разносторонний человек. Жена красавица, много детей, будущие Константиновичи. Целая ветвь будет у Романовых. Потом Александр III, так много появится великих князей, что он даже ограничит их перечень, скажет, вот великими князьями отныне будут считаться только государь-император, его братья и сестры, дети и внуки. А вот все, что дальше, все это не считается. Это просто принцы крови. Таким образом, внуки Константина Николаевича потеряли право называться великими князьями. Они из-за этого в семье, естественно, все поругались. Потому что это был еще вопрос и денег. У них не будет денег на содержание. Но отношения между главным либералом времен Александра II и царем-консерватором Александром III будут плохими. Не потому, что у них какие-то были серьезные политические расхождения. Мы помним с вами, как тяжело воспринимал вторую семью своего отца, Александр III. Он же сам однолюб был. Вот та же проблема и у Константина Николаевича. У него так же, как и у его старшего брата, 2 семьи. У него была балерина и 5 детей от балерины. И все знали, и все в открытую. А с супругой своей договорился, что они будут соблюдать приличие. Ну, естественно, Александр III относился к этому резко отрицательно. Правда, потом все-таки разрешил всем детям своего дяди дать отчество Константинович. Фамилия у них была Князева. Фамилия эта не продлилась никуда. Сыновья были бездетными, и фамилия обрубилась. Поэтому вот сейчас Князев, известный актер наш, это ректор Щукинского училища, это не Константинович. В 1889 году, как писали тогда, он лишился дара речи. У него отнялась рука и нога. Инсульт.
полупарализованный, он прожил 2 с лишним года. Кто с ним находился эти 2 года рядом, не отходя от кровати? Жена, с которой он много лет назад расстался. Она была с ним до смерти. Похоронена в Петропавловской крепости рядом с Константином Николаевичем. Пережила на 20 лет мужа. Умерла накануне Первой мировой войны. А вот дети Константина, внуки, которые дожили до революции и не эмигрировали, там прямо по годам жизни можно посмотреть. 19-й год смерти, 18-й год смерти, 18-й год смерти. В 17 году великих князей и членов императорской фамилии было всего 65 человек. Как мы знаем, с вами было принято решение политическое уничтожить всех. Кого поймали? Кого в шахту сбросили, как Елизавета Федоровна, там на Урале, живую. Остальных милостливо расстреляли. Всего, по-моему, около 20 великих князей Романовых, внуков, братьев, сыновей и княжон было тогда в 18 году убито. Он, конечно, увлекающийся человек был, такой гуманитарий. Последние годы жизни не очень любил черновую работу, любил бросить идею, а пусть кто-нибудь реализовывает. Но у него было кому реализовывать. У него была блестящая команда выходцев из его морского министерства, которые работали в правительстве и были очень сильными администраторами. Вот как тот же министр финансов, про которого я рассказывал. Он был очень цельной натуры, идеалы своей молодости, либерализма, реформаторского духа он никогда не предавал. Более того, вы знаете, у него уже была масса возможностей стать царем. Я не имею в виду возможность предать старшего брата, пойти на поводу у злопыхателей и какой-то заговор составить. В этом его обвиняли постоянно, в том, что он желает занять трон. Не желал. Его приглашали на троны в Грецию, в Данию, и, естественно, царем польским он мог стать легко. Не хотел, от всего отказывался. Он говорил, я здесь работаю. Довольствовался быть вторым номером и делать вот эту вот черновую работу, ходить на работу в министерство, в госсовет, в присутствие, продвигать реформы. Был тенью своего старшего брата. Вообще как-то повелось считать, что реформа – это всегда прогрессивно, это всегда хорошо. Реформатор у нас звучит как похвала. И такими оценками насыщена наша история. Это довольно упрощенный взгляд, такие шоры, которые сужают наше историческое зрение и восприятие по сей день. Реформы бывают разные, и реформаторы бывают разные. Вот возьмем, например, Иван Грозный. Его к великим реформаторам не причисляют. Почему-то считают, что он тиран, а реформы делала его избранная Рада. Пока она делала реформы, молодой царь тем временем где-то там рядом стоял, пытал в застенках свою очередную жертву. Не совсем справедливо. Конечно, Иван Грозный был крупным реформатором своего времени. Или, например, Екатерина и Потемкин. Да, мы признаем их величие, но они ведь постоянно реформировали все, чем руководили, постоянно строили что-то новое. А мы исторически их реформаторами не считаем. Мы считаем большим реформатором Хрущева, у которого прямо такой зуд был реформаторский, его потом обвиняли в реформаторском волюнтаризме. А на самом деле, так если по-серьезному, то главным реформатором был Сталин, потому что он реформировал промышленность, сельское хозяйство. Относиться к этому можно по-разному, но он перестраивал и строил, строил и строил. Поэтому реформа – это не всегда, когда ломают и переделывают. Реформа – это очень часто и должно быть, когда созидают, основываясь на чем-то построенном, созданном ранее. Реформа, она обычно, как ни парадокс, всегда всех не устраивает. Кто-то считает, что слишком радикально, кто-то, что слишком половинчато, кто-то, что она слишком запоздалая, кто-то, что она вообще не своевременная и не нужна. Реформаторов все всегда недолюбливают. Это тоже несправедливо. Но вот я что хочу сказать, что реформа, которая
предполагает собой созидание на основе стоящего фундамента, просто более решительное и более энергичное действие, которое не отметает исторический опыт, а использует его. Не отметает деяния своих предков, отцов, а использует эти деяния. Вот Александр II и Константин ни разу никогда не отметали деяния своего отца Николая I. Они всегда говорили: мы развиваем, мы достраиваем. Мы просто приводим в соответствие с текущим моментом. «1 марта 1881 года убит Александр II, 20 лет до этого освободивший крестьян, начавший великие реформы. Его окровавленное тело довезли до Зимнего дворца. Он лежит практически с разорванными взрывом ногами, прикрыт окровавленными простынями. Рядом стоят родные, близкие. Все понимают, что ничего спасти его не может. Александр III, его сын, наследник, ошеломлен. Он растерян, не понимает, что ему нужно делать. И вот в этот момент рядом с ним оказался Константин Победоносцев. Многие после цареубийства требовали от власти, от царя продолжения реформ, ускорения. Ведь царя убили не за то, что он сделал реформы, а за то, что, как казалось революционерам, он их делает слишком медленно, слишком непоследовательно. Тот же самый Толстой через Победоносцева передает письмо Александру III, где пишет о бесконечном круге зла. Зло порождает зло, смерть порождает смерть. Вы хотите казнить революционеров, которые убили вашего царя, это породит новое зло. Вы казните 5-6, на их место придут 40, 50, и маховик этот бесконечно зла закрутится. Надо его остановить, прервать. Он обращается в сопроводительном письме к Победоносцеву: вы же христианин, уговорите государя простить и отпустить народовольцев. И тем самым этот порочный круг насилия будет разорван. Ведь нового царя Александра III убивать не за что, он ничего еще плохого не совершил. Вы обезоружите тем самым революционеров, и они будут не знать, что делать дальше. Победоносцев получает это письмо, он должен его передать государю-императору, он пишет свое сопроводительное письмо. «Вся русская земля, государь, требует отмщения. Если вы простите убийц, вы поколеблете сердце всех ваших подданных и посеете в их душах сомнения в том, существует ли справедливость. Не вздумайте этого делать, не вздумайте идти на поводу у народовольцев». Александр III ответил, что он прислушается к голосу сердца. Он прислушался. Ну, как считается, он прислушался к голосу Победоносцева. Он давно уже смотрел на мир его глазами. Откуда такое огромное влияние, которое имел Победоносцев на царя? Что мы знаем о нем? Профессор правоведения, профессиональный юрист, совмещавший преподавательскую работу со службой в судебном ведомстве, в Сенате, воспитатель царских детей, идеолог контрреформ, ну, точнее говоря, того процесса, который со временем стали называть контрреформами, Александра III, самый ненавидимый либеральной интеллигенцией чиновник в нашей истории. Помните Блока? В те годы дальние, глухие, в сердцах царили сон и тьма, Победоносцев над Россией простер совиные крыла. Образ зловещий. Кто постарше, может быть, помнит Суслова, Лигачева, Победоносцев. Он даже, кстати, на Суслова чем-то похож. Кстати сказать, само слово «застой»
появилось не применительно к Брежневу, оно появилось применительно к Победоносцеву. Один литературный деятель писал тогда следующее. Константин Победоносцев занимает в рядах представителей нашего бюрократического строя совсем особое место. Первым из русских бюрократов он создал целую стройную теорию застоя и возвел в перл создания все то, что исключает Россию из семьи культурных народов. Победоносца сравнивали с вампиром, с летучей мышью, которая этими огромными крылами своими бросила тень на страну. Несколько цитат. Зинаиды Гиппиус. «Мне любопытную фигуру Победоносцева довелось видеть только раз. Его нельзя забыть. Что-то от летучей мыши в ней было, с пергаментным лицом человека неизвестного возраста. Походка медлительная, небрежная, каблуками задевает пол. И при небольшом росте эти громадные, бледные, прозрачные уши. Если вы посмотрите на знаменитую картину Репина «Заседание Государственного совета», там каждый член Госсовета изображен с портретной достоверностью. У Победоносцева нет лица. Вот фигура есть, он так сидит, пальцы скрестив. И вот такая маска, face-off, и пенсне одета на него, лица нет. Живой труп. В его сухой, худой фигуре, в пергаменте выбритого лица, в глазах, бесстрастно глядящих на вас сквозь стекла больших черепаховых очков. Другой наблюдатель. Сразу бросилась в глаза его костлявая фигура, до того худая, изможденная, что, казалось, тела не было. Одни кости, кости, обтянутые сухой, желтой, как пергамент, кожей. Болезненная, мертвенная бледность. В начале 80-х годов, когда только-только Победоносцев был назначен руководителем Священного Синода и оказался формально в правительстве, о нем писали: это высохший старик, одной ногой уже стоявший в гробу. Ну и никто не предвидел, что он проживет еще хотя бы несколько лет. Он прожил после этого еще больше 25 лет, и все это время находился рядом с государем. Более чем кто бы то ни было находился на посту руководителя Священного Синода, отвечавшего, помимо религиозных дел, и за вопросы просвещения во многом, и за вопросы идеологии, как бы сейчас сказали, ну и вообще особо доверенное лицо двух императоров. Давайте по порядку разберемся, откуда Победоносцев взялся. Я каждый раз, приступая к рассказу о каких-то деятелях истории, пытаюсь почитать что-нибудь об их детстве, семье, и каждый раз кажется, что вот там в ранних годах найдется какое-то объяснение их будущего необычного жизненного пути. Скажу честно, что в 90% случаев не находится никаких объяснений. Детство самое обычное, семья самая обычная. Вот у Победоносцева обычная семья. Откуда такая знаковая фамилия, как вы думаете, какая красивая? От священников. У священников такие были фамилии звучные. Краснопевцев был известный такой деятель. Спиранский. Из семьи сельского батюшки у него вообще не было своей фамилии. Поэтому в семинарии дали от слова «надежда», «спирары». Подавал надежды юноша. Дед Победоносцева служил в церкви Георгия Победоносца на Варварке. Вот отсюда пошла эта фамилия. Отец его тоже должен был стать священником, закончил духовную академию, но, как говорили тогда, вышел из духовного сословия. И вместо того, чтобы стать батюшкой, ну или пойти по монашеской линии, он стал преподавателем, учителем словесности. Был профессором Московского университета, риторика, французский язык, русская литература, переводчик. Но вспоминали его отца как кроткого, благодушного человечка, добрейшего старика, дослужившегося до потомственного дворянства, потому что в те годы чин профессора университета, эта должность предполагала возведение в потомственное дворянство. Таких дворян называли колокольными дворянами, через церковь, как-то так ставшими. Победоносцев очень поздний ребенок. Когда он родился, отцу было лет 56-57, матери 40+. Поздно по тем временам совсем уже. Но мы же помним с вами, да, здесь такая народная примета, что поздние дети необыкновенно умны. Отцу Потемкину было сильно за 60. Отец ему годился в дедушке. Мама из дворян, такой маменькин сынок, он с теплотой о ней вспоминал, часто приезжал. 11-й ребенок в семье,
братья и сестры, все, кто выжили, все пошли по литературной линии, все что-то писали. Даже сестры, к слову сказать, были журналистами и публицистами, публиковались в журналах, переводили. То есть тогда, в общем, образованным женщинам это было можно, не так уж все было мракобесно. Он не учится в школе, в гимназии, он получает сначала домашнее образование. Кто москвичи знают, есть такой до сих пор Хлебный переулок, там резиденция посла Бельгии, и напротив этой резиденции, сейчас, по-моему, какой-то большой каменный дом, доходный, где-то рубежа 20 века. А тогда был маленький деревянный домик, это был домик семьи Победоносцевых. Вот они там все, многочисленные дети, большая семья, жили. И Победоносцы вспоминают, что вот в одной комнатке, вот тут был мой стол, я на нем занимался сбоку где-то, тут же стояла какая-то еще детская кроватка, тут моя кровать, тут кресло, а тут третья кровать. В общем, все жили так скромно, в тесноте жили в этом деревянном домике. И вот он впервые переехал в Петербург, до этого он жил в Москве в переулочках Арбата. Переехал в Петербург и поступает в Императорское училище правоведения. Это элитное учебное заведение. По статусу, как Царскосельский лицей. Туда принимали юноши от 12 до 17 лет, учили там юристов профессиональных, правоведов. Диплом училища приравнивался к университетскому. Училище было платным, образование дорогим, но за особо продвинутых студентов платила казна. Как выглядели студенты-правоведы? Зеленые мундиры, желтые обшлага и петлицы желтые. И шапка из чижика. Поэтому чижик-пыжик, где ты был на Фонтанке, водку пил, это как раз про студента училища правоведения, которое на Фонтанке как раз и находилось. Помимо вот этих вот пыжиковых шапок, мундиров, еще 3 вещами студенты-правоведы отличались. Во-первых, у них там было очень сложно учиться. Я читал программу училища правоведения. Мне кажется, что это сложнее, чем на юрфаке СПбГУ сейчас. Такие узкие правовые дисциплины. Их было мало, конечно, маленькие курсы. Во-вторых, необычайная сплоченность. Это такая была закрытая корпорация. Они все друг другу очень помогали. В основном это были выходцы из благородных семейств. Победоносцев, можно сказать, попал скорее по блату, хотя он профессорский сын и дворянин по наследству. Ну и они были страшными драчунами. Студенту-правоведу полагалась шпага к мундиру. И поэтому по количеству дуэлей они были еще хуже, чем кадеты. Если мы почитаем список соучеников Победоносцева, там плюс-минус год-два, такие фамилии, там, князья Оболенские, князья Черкасские, князья Кропоткины, Мусины Пушкины. Много известных людей вышло из его однокурсников и соседних потоков. Критик Стасов, знаменитый славянофил Аксаков, несколько министров юстиции, включая дедушку писателя Набокова, министра Набокова, премьер-министр Горемыкин, тоже правовед. Ну и, наверное, есть один правовед, которого точно все здесь присутствующие знают. Это самый знаменитый в истории, в мире выпускник училища правоведения. Кто? Петр Ильич. Да, правильно, Петр Ильич Чайковский, конечно. Победоносцев окончил училище с отличием, поэтому сразу получает высокий чин. 14 в табеле о рангах, да? Победоносцев сразу получает 9, как с красным дипломом. Это титулярный советник. Если бы он окончил плохо, он бы получил, скорее всего, 10, а может быть и 11. Вот окончивший зеркальное учебное заведение Александр Сергеевич Пушкин, какой получил чин? 10. Плохо учился. А Победоносцев, как Горчаков, 9. Титулярные советники – это кто? Самый известный у нас на слуху. Герцен. Когда его отправили в ссылку, в страшную, на север, в Вятку, он там не в камере же сидел, он работал в каком-то учреждении, не помню в каком, и зарплату получал в чине титулярного советника, как выпускник, отличник Московского университета. Ирас Петрович Фандорин получает за раскрытие заговора «Азазель» резкое повышение титулярного советника и с этим чином отправляется воевать на Балканы. Это по молодости высоко. А самый знаменитый титулярный советник – это Акакий Акакиевич Башмачкин, который всю жизнь служит. Наслужился, как там Николай Васильевич писал, шпала в петлице, геморрой в пояснице. Как-то примерно так это звучало, поговорка, потому что у них такая шпала была в петлице у титулярных советников. Ну, то есть невысокий чин, на самом деле, для пожилого чиновника. Для Победоносцева очень хорошо. После этого он возвращается в Москву. Титулярный советник – это капитан в армии, для понимания. Служит в канцелярии Сената.
Тогда Сенат, это не как Совет Федерации сегодня. Сенат — это судебный орган, он разбирает разные судебные, апелляционные дела. Там работает Победоносцев, юристом, работает очень успешно, потому что уже в 30 с небольшим лет Победоносцев руководит каким-то целым департаментом в Сенате. Он очень хороший профессиональный юрист, 30 с небольшим лет. Это генерал, и это ваше превосходительство. 30 с небольшим. Параллельно он преподает, потому что он хороший преподаватель. У него талант сложные правовые вопросы, тяжелые и запутанные, объяснять просто, простым языком, прямо, как тогда говорили, и доходчиво. Он защищает диссертацию, он профессор Московского университета, тоже в 30 с небольшим. И на лекциях Победоносцева всегда аншлаг. Приходят все с соседних курсов, потоков, потому что он интересно рассказывает о праве и потом публикует главный правовой труд своей жизни, который называется «Курс гражданского права». И сейчас юристы профессиональные иногда берут его почитать. Кстати сказать, я где-то слушал выступление одного узкого специалиста по этому периоду, который читал черновики Победоносцева, по которым он учил потом царских детей. Это называлось законоведение. Царские дети должны знать законы. Он говорил, это настолько просто и понятно написано. В современных законах тяжелее разобраться, чем в конспектах и в черновиках Победоносцева. Преподаватель, можно сказать, от Бога. И вот на каком-то этапе этому перспективному, подающему надежды чиновнику и молодому профессору улыбнулась удача. Его пригласил к себе граф Строганов преподать какой-то курс его детям. А потом Строганов порекомендовал в царскую семью. И он сначала преподает законоведение наследнику престола, старшему сыну Александра II, цесаревичу Николаю Александровичу. Это вот тот самый блестящий, красивый, умный и так далее, надежда империи. Наследник, который, будучи профессиональным спортсменом-наездником, падает с лошади, я как-то вам рассказывал, сильно ударяется позвоночником, начинается какая-то жуткая болезнь непонятная, и он умирает очень быстро. И неожиданно наследником становится следующий по старшинству сын Александр, будущий Александр III, которого к престолу не готовили, который неуклюжий, медлительный, бульдожка его все звали. Все к нему вот так относились, но на фоне блестящего Коли, Никса, как его звали, Саша, ну он, конечно, так тормознутый слегка. А Победоносцев, который тоже учил его законоведению, он одинаково хорошо относился. И к старшему, и ко второму сыну, к Александру. И действительно, у него какое-то было магическое на него влияние. Вообще у Победоносцева была интересная такая манера, он ко всем своим ученикам относился как к детям, разжевывал, объяснял, убеждал их. В переписке писал там «мои дети», там такие-то, такие-то молодые. Когда он пошел преподавать к царским детям 18-16, а ему 34. Но он себя ощущал, я уже старик, все повидал, а эти еще молодые, что там зеленые совсем. 34 года он ощущает себя таким многоопытным стариком, который советует и учит как надо. Он объяснял Александру Третьему, будущему, как надо. Он ему советовал хорошую литературу, он ему привозил сочинения молодого интересного писателя Достоевского почитать, Лескова, разного рода патриотические славянофильские журналы ему давал. Рассказывал об истории права много. Как-то увлекал он его этой темой своей. Потом он будет еще преподавать законоведение и следующему наследнику престола, Николаю II. Такой уникальный случай. Он учил 3 наследников и 2 императоров. Был личным учителем их. Окончательно перебрался в Петербург, естественно, когда его пригласили работать в царскую семью. Но вот что интересно, как с временами все меняется. Мы понимаем, как сейчас воспринимают себя петербуржцы и москвичи, а тогда все было точно наоборот. Петербург — это суета. Какие-то они все суетливые, торопливые, куда-то они бегут, строят карьеры, зарабатывают деньги. Некогда посидеть, подумать. А вот в Москве все по-хорошему, там не спеша, там патриархально. Победоносцев приехал в Петербург и потом до конца жизни в Петербурге работал, но он говорил, я человек московского духа. Мне вот эта столичная суета, а он еще параллельно, естественно, преподавая у царских детей,
Работал в Сенате, всякого рода комиссиях, то есть профессиональной деятельностью продолжал заниматься в Министерстве юстиции, но его раздражает. Ему нравится милый сердцу размеренный, неспешный старомосковский ритм. «Меня, — писал Победоносцев, — любителя уединенного труда и размышлений, жизнь поворотила на большую дорогу. Мой кабинет возле самой передней и звонка, видимо, в Минюсте кабинет у него, в министерстве, так что всякий желающий может достать меня немедленно, и кто только меня тут не достает. И все время книгу беспрестанно у меня вырывают. А их книг ведь так много, и таких интересных, а читать некогда теперь». Вот Победоносцев в Петербурге. Я вот каждый раз думаю, что если бы еще мессенджеры были тогда, и соцсети, все бы сошли с ума. Пушкин бы ничего не написал. Никогда. Сидит, он же человек общительный был. Сидит у себя в Михайловском, только настроился, как он обычно, между подушками на кровати, перо, бумагу достал, руки тянутся к перу, пирог бумаги, бац, дзынь, звонок. «Как, Саш, как дела?» Ничего бы никогда не написал. Победоносцев воспринимает себя такой «I'm an alien in New York», как поет Стинг, чужаком в Петербурге, мучается, страдает. Но он доверенное лицо царя. Его назначают в 1880 году обер-прокурором Синода. Как мы с вами помним, патриаршество было упразднено Петром I. С той поры церковью руководит чиновник. Обер-прокурор – министр по делам церкви. Это, как правило, человек не церковный. Они были довольно странные у нас обер-прокуроры были, если посмотреть их список. Иногда кажется, что как будто издевались над священниками, назначают. Такой был известный Голицын князь, который говорил: «Да я же вообще не верую, я вообще атеист. Чё, государь, куда меня?» Он говорит: «Нормально говорили, вот так с ними и надо, и хорошо». Не веруешь и нет. Может, поверишь со временем. Там то офицера какого-нибудь назначат, жандармского. Поэтому, когда назначили Победоносцева, который, во-первых, юрист, во-вторых, из старой патриархальной московской семьи, в-третьих, очень-очень глубоко верующий человек. А любимое дело у него было пойти в какую-нибудь маленькую церковь, найти такой храм на окраине, не на Невском проспекте, да. Так, стать там в уголке и всю службу, сколько время позволяет свободное, простоять, чтобы вокруг были мужики, какие-то извозчики, какие-то случайные крестьяне, приехавшие в Питер по каким-то делам, половые из трактира. Вот он там стоит вместе с ними и слушает, с простыми людьми. Вот он так любил спрятаться. Поэтому, конечно, церковь воспринимала его назначение как манну небесную, поскольку пришел, наконец-то, настоящий наш человек. Но они потом горько об этом пожалели, потому что он же потом стал ими всеми командовать, администрировать. И говорит: «Ну что вы спите-то? Давайте. Надо работать. Работать надо быстрее». У него было любимое выражение: «Пора работать, что-то делать». Что касается его взглядов, очень интересно. Классическая иллюстрация к афоризму, приписываемому, по-моему, всем великим одновременно, исключая Наполеона и Александра Македонского, что тот, кто в молодости не был либералом, у того нету сердца, тот, кто к старости не стал консерватором, у того нет ума. Вот Победоносцев в молодости был, можно сказать, либералом, с оговорками. Он критиковал начальство. Он в Минюсте, когда работал, ругался с начальниками. Он даже писал памфлет. Известен один его памфлет, написанный на министра юстиции Панина, который он тайно, анонимно отправил Герцену в колокол. Все равно, что, я даже не знаю, с чем сейчас сравнить. Снять сюжет анонимно и публиковать его где-нибудь на запрещенных ресурсах, возглавляемых государственными преступниками. Вот он отправлял памфлеты анонимно на своего министра. Так он пытался воздействовать на них. Он был большим сторонником судебной реформы, активно работал в разного рода комиссиях. Я рассказывал вам, что судебная реформа одна из самых успешных и последовательных. Но очень быстро этот реформаторский дух у Победоносцева закончился. И чем дальше, тем больше он стал задумываться о том, что куда-то все эти реформы идут не туда. Вот уже буквально к 30 с небольшим годам, уж к 40 точно, он совсем еще не старик, но он уже уверенный консерватор, который говорит: да, судебная реформа, начали ее правильно, но все пошло не туда.
до такой степени возмущен результатами этой реформы, ноги моей в суде никогда не будет. И, кстати, не ходил после этого в суд никогда. Безобразие. Ну, посмотрите, к чему привела судебная реформа? Суд присяжных. Это же издевательство. Я не свою точку зрения вам излагаю, победоносцу. Какие-то собрали людей с улицы. Они ничего не понимают, законов не знают, руководствуются своими личными эмоциями, в лучшем случае, и выносят вердикт. Вы говорите, глаз народа, Господь через них судит. Как он судит? Вот Вера Засулич пришла, какая-то ненормальная, средь бела дня, стреляет в генерал-губернатора, чуть не убила, а эти ее отпустили. Ну разве это правосудие? Разве это вообще возможно в нормальном суде, в правовом государстве? Значит, это все не работает. Общество не готово к суду присяжных, оно не созрело к этому. Поэтому он категорически противник со временем всех реформ. Почему происходит террор? Почему покушение на императора? Дряблое правительство, нужна твердая рука. И вот когда государя взрывают, и перед растерянным Александром III альтернатива продолжать реформы, на чем настаивают Лорис Меликов, Милютин, Константин Николаевич, великий князь, и партия реформ. И маленькая партия консервативная, победоносцев, еще буквально несколько человек. И победоносцев уговаривают царя остановиться, подождать. Вы видите, все реформы пошли не туда. На заседании Совета министров сразу после покушения Победоносцев выступает с пламенной речью, критикуя проект так называемой Конституции, которая, конечно, совсем не Конституция, Лорис Меликова. Он объявляет все реформы преступными. Он так за словом в карман не лез. Реформы преступные. Свобода печати – это разврат. Это надо прекратить. Все это надо остановить и каленым железом для начала выжечь революционную заразу. Самодержавие – единственная надежда государства от развала. Продолжите реформы, страна развалится. Посмотрите, говорит, крестьян освободили, не подумав уже один раз. Он никогда не был сторонником крепостного права. И никогда не был апологетом каких-то там дворянских привилегий. Он говорил, просто надо постепенно. Вы не подумали, поторопились. Вот освободили крестьян, все радовались. 20 лет прошло, они сейчас живут хуже, чем до освобождения. Там уровень бедности выше. Население растет, земли мало, выкупные платежи, непосильная ипотека. И то, что поначалу первые годы казалось, что все вроде как хорошо, поколение сменилось, и с резким ростом численности населения, с нарастанием разного рода проблем. Богатых выросло, безусловно, но и бедных число выросло. 29 апреля 1781 года государь-император обнародует манифест, написанный Победоносцевым, который называется «Манифест о незыблемости самодержавия», где, собственно, объявляется окончание периода реформ и курс на укрепление государства, укрепление духовно-нравственных ценностей традиционных. Шутники сразу назвали это ананасным манифестом. Ананасным почему? В самом его начале манифест от имени Александра III, и Александр III как бы заявляет: «Божьим произволением было суждено отцу моему погибнуть», а дальше «а на нас возложить священный долг самодержавной власти». Ананасный манифест. Понимаете, издевались над ним либералы, а народ-то в массе приветствовал. Служили молебны в церкви. Слава Богу! Ну, хватит уже этой перестройки. Да до чего довели страну? Теперь будет порядок, теперь будет меньше бюрократии, коррупции, поборются с хищениями. Все эти реформаторы расплодившиеся. Надо укреплять традиции, традиционные ценности. В первое время этот манифест отражал широкие общественные настроения. Управление Священным Синодом Победоносцев передоверял своим заместителям. Сам больше занимался идеологией. И тут очень интересно посмотреть его некоторые
идеологические воззрения. Над многим можно смеяться, с чем-то можно спорить, но одну статью, у кого выберется, конечно, время, она довольно объемная, не знаю, страниц 20. Сейчас такие лонгриды никто не читает. Я рекомендую, кто интересуется темой, почитать, потому что это, во-первых, это блестящий стиль с оговоркой того времени. Программная идеологическая статья называется «Великая ложь нашего времени». Что называет великой ложью нашего времени Константин Победоносцев? Великой ложью он называет всю парламентскую систему и всю представительную демократию и систему выборов. Вот что он пишет. Немного цитат, чтобы почувствовали стилистику Константина Петровича. Одно из самых лживых политических начал есть начало народовластия. К сожалению, утвердившаяся со времен французской революции идея, что всякая власть исходит от народа и имеет основание в воле народной. Отсюда истекает теория парламентаризма, которая до сих пор вводит в заблуждение массу так называемой интеллигенции и проникла, к несчастью, в русские безумные головы. Если бы потребовалось истинное определение парламента, надлежало бы сказать, что парламент есть учреждение, служащее для удовлетворения личного честолюбия и тщеславия и личных интересов представителей, парламентариев. По теории избранный должен быть излюбленным человеком большинства, избранником большинства. А на самом деле избирается излюбленник меньшинства. Только это меньшинство представляет организованную силу. Он имеет в виду партии и финансово-промышленные группы организованные. Он представляет организованную силу, тогда как большинство, как песок, ничем не связано, и поэтому бессильно перед этим кружком или партией. Об исполнительной власти. Ну, тогда министры непосредственно избирались из состава парламента в западных демократиях и назначались парламентом. Министры в действительности полностью самовластны. И скорее они насилуют парламент, нежели парламент их насилует. Более того, министры содержат вокруг себя множество совершенно праздного народа за счет этого народа. Вот интересное наблюдение по поводу национализма. Подписываюсь. Национализм, по мнению Победоносцева, расцветает в худших своих видах и формах именно при демократической форме правления. Что он пишет? Мы видим теперь, что каждым отдельным племенем, принадлежащим к составу разноплеменного государства, многонационального, овладевает страстное чувство нетерпимости к государственному учреждению, соединяющему его в единый строй с другими племенами, и желание иметь свое самостоятельное управление со своей, нередко мнимой культурой. Монархия неограниченная успевала устранять или примирять все подобные требования и порывы. И не одной только силой, но уравнением прав и отношений под одной властью. Но демократия не может с ними справиться. И инстинкты национализма служат для нее разъедающим элементом. Если вдуматься в эти слова и уйти от излишней образности, свойственной литературе второй половины XIX века, на самом деле трудно с этим не согласиться. Парламент есть великая ложь нашего времени, которая одурачивает по Победоносцеву народ и не наделяет его властью, а наделяет властью себя от имени народа. В теории, пишет Победоносцев, должно быть господство разумного большинства. В практике власть принадлежит лидерам партий и финансовых групп. В теории депутаты действуют во благо народа, на практике под предлогом народного блага достигается благо только личное депутатов и их друзей. В теории депутаты лучшие из граждан. Это все цитаты. На практике депутаты наиболее нахальные из граждан. Ну, тогда писали вежливо, понимаете, нахальные. По-другому бы сказали, наверное. В теории избиратель голосует за того, кого знает и кому доверяет. Но на практике избиратель всегда голосует за человека, которого совсем не знает. Голосует за облик, им созданный. В теории парламентом движет опыт и чувство бескорыстия. В действительности парламентом движет эгоизм и красноречие депутатов.
Победоносцев жил в старые, добрые, наивные времена, если бы он знал, что существуют еще соцсети, имиджмейкеры, политтехнологи, разного рода технологии политические, дипфейки и все остальное, то он бы сказал, что никакое красноречие от депутатов давно уже не требуется. Все это решается гораздо более технологично. В аналогичном стиле он разделывался и с институтом выборов. Он говорил, выборы – это род искусства, подобного военному. Там есть тактика и стратегия, как обмануть избирателя. Дело в том, что кандидат не состоит ни в каких прямых отношениях с избирателями. Это заря парламентаризма, самое начало. Между кандидатом и народом, и избирателем всегда посредствует, как пишет Победоносцев, некое самочинное учреждение, то ли комитет, то ли партия, то ли какая-то компания на акциях, вызванная к жизни учредителями. Это самое точное определение. Притом у народа в этой компании акции ноль. Он говорит, что классическая парламентская модель – это обман. Должна быть другая система какая-то построена, более правильная. Могут быть депутаты, какие-то представители. Пусть люди их избирают для решения, не навсегда делегируя им от своего имени власть. После чего эти депутаты начинают действовать в своих личных интересах, либо в интересах своих корпораций. Надо избирать представителей для решения конкретных вопросов. Вот вы хотите построить школу. Ну, всем некогда этим заниматься. Изберите 2 человек. Дайте им деньги и полномочия. Пусть они занимаются строительством школы. Вы хотите снизить налоги в вашем городе? Пересмотреть налоговую систему. Создайте комитет, изберите туда 3 ваших депутатов и поставьте одну задачу – снизить налоги. Вот они снизят эти налоги, все посмотрят, разберутся. Потом система сдержек и противовесов, государь утвердит это все. И профессионалы, судьи, юристы. И все. А вот когда вы отдаете всю власть, вы ее лишаетесь. И это есть обман. В общем, у него был великий дар убеждения, интеллектуал. Он был профессором, одновременно перечислю, Московского, Петербургского, Казанского, Киевского и Юрьевского. Юрьев – это Дербт, Тарту. Университетов. Петербургской, Московской, Киевской, Казанской духовных академий, почетный член Академии наук, почетный член Парижской академии наук. Свободно говорил на множестве языков. Английский, французский, немецкий, по-чешски читал, латынь, церковнославянский. Он такой же был полиглот и чем-то напоминал Ленина, только с другим знаком. Наш выдающийся философ Бердяев потом, уже спустя много лет, в 1937 году, в статье «Истоки и смысл русского коммунизма» сравнивал Победоносцева и Ленина. Вот что писал Бердяев. Победоносцев и Ленин представляли полярно противоположные идеи, но они во многом принадлежали к одному и тому же типу. Победоносцев был более замечательным, сложным, интересным человеком, чем о нем думают. Он считал природу человеческую безнадежно дурной и ничтожной, но он верил в Бога. В личной жизни человек был мягкий, трогательно любил детей, боялся своей жены, был совсем не свиреп в отношении к ближнему. В чем же сходство с Лениным? Ленин тоже не верил в человека, у него было циничное презрение к человеку, он видел спасение лишь в том, чтобы держать человека в ежовых рукавицах. Как и Победоносцев, он думал, что организовать жизнь людей можно лишь принуждением и насилием. Философская игра ума, хотя мне кажется, что на самом деле различий между Победоносцем и Лениным гораздо больше, собственно, на этом сходство, наверное, исчерпывается. Победоносцев действовал совсем другими методами, действовал методами убеждения. В рамках закона, насколько это возможно, ограничений цензурных. Чуть не спас жизнь брату Ленина в свое время. Он же законник. Так же, как он жестко требовал казни для убивших Александра II первомартовцев, народовольцев. Вот точно так же, спустя несколько лет, когда был разоблачен заговор так называемых вторых первомартовцев, то есть тех, кто пытался тоже 1 марта взорвать Александра III, а среди них, мы помним, был способный студент Александр Ульянов, бомбу мастерил. Продал свою золотую медаль, мастерил бомбу. Победоносцев говорил, их нельзя убивать ни в коем случае. Это незаконно. Нельзя убивать по законам Российской империи за намерение. Они же не убили никого. Готовили теракт, он был не осуществлен. Но вот настоять он не смог. Тогда уже были другие времена, и за намерение цареубийства
Вторых первомартовцев также повесили. У него были интересные друзья. Знаете, кто считался одним из лучших его друзей? Часто к нему ходил пешком домой. Недалеко жили, где-то в 15 минутах, так я примерно по питерской географии. Писал, что ходит к Победоносцеву дух лечить, зная, что всегда услышу от него живое и подкрепляющее слово. Он иногда еще говорил, еще одна подсказка: Константин Петрович, во всяком случае, я очень беспокоюсь и желал бы вашего мнения, ибо ценю, уважаю его очень. У меня вообще порой мелькает глупенькая грешная мысль: ну что же будет с Россией, если мы, последние могикане, умрем? Это Федор Михайлович Достоевский. Разные у него были друзья, и западники, такие как глава Московской управы Борис Чичерин, тоже его однокашник по школе правоведения, славянофил Аксаков, художник Крамской, поэт Майков, композитор Балакирев. Все люди, с которыми общался, которым помогал. Победоносцев очень много занимался благотворительностью, пытался вникнуть, помочь, рассмотреть какие-то вопросы. Личные средства постоянно тратил на благотворительность. На Московском проспекте есть Новодевичий женский монастырь. При этом монастыре действует, я не знаю, как она сейчас называется, по-моему, Свято-Владимирская школа детская. Учатся там дети с 1 по 9 класс. Но в основном это многодетные семьи, малоимущие. Это монастырская школа, она дает классическое образование со школьным дипломом. Первые 9 лет. Это школа, созданная Победоносцевым. Его жена была главным попечителем этой школы. Бывало по выходным, по воскресеньям они забирали детей. Ну, раньше только девочки там учились. И называлось это Свято-Владимирское церковно-педагогическое училище. Вот они забирали этих девочек к себе домой, их там кормили обедами, играли с ними. Почему церковно-педагогическое? Потому что эти девочки, заканчивая в 16 лет примерно, в 16-17 лет, училище, шли работать учителями в церковно-приходские школы. Ну, тогда вообще рано взрослели. Сейчас вот как представить себе 16-летнюю отправить учительницу. Ну, нормально было раньше. Они понимали, что такое хорошо и что такое плохо. Учили крестьянских детей. У него было очень интересное отношение к роскоши. Он такой очень строгий. И в этом плане, в плане такого стремления к простоте нравов, со своим вечным оппонентом Толстым, друг Достоевского, враг Толстого, своим вечным оппонентом Толстым, у Победоносцева было похожее отношение к роскоши. Он даже предлагал создать какое-нибудь женское общество, организацию. И в это общество объединятся все богатые дамы светские, которые будут демонстративно, скромно одеваться, у которых будут общие портнихи, желательно из простого народа, чтобы их тоже поддерживать, давать заработок им. Они будут шить им в складчину платья, похожие, общие, и таким образом демонстрировать такое вот пуританское пренебрежение к моде. Ничего не понимал в женской психологии. С такой идеей фикс он носился. Аристократы его не любили, не только либеральные и интеллигентные, считали его хорек, человек из 16 века. Откуда он такой взялся? А его это абсолютно не трогало. Он говорил: да, я не аристократ вообще, я из народа, я близок к народу, вот я сходил в храм, пообщался с людьми, ничего общего с вами, князьями, не имею. Хотя в высших чинах находился, награжден всеми орденами империи, возможными гражданскими, кавалер ордена Андрея Первозванного, 25 лет министр. Я веду жизнь уединенную, интеллигентную. Сохранилось множество свидетельств иностранцев, дипломатов, ученых, литераторов о встречах с Победоносцем. И вот красной нитью через все эти воспоминания проходит одна мысль, что мы шли навстречу с великим инквизитором Торквемадой. Мы готовили принять бой, сразиться с ним, а встретили милейшего, спокойного, тихого человека, очень образованного, очень глубокого. Вот посол США в России, некто Уайт, пишет: в английских газетах нам описывают Победоносцева Торквемадой XIX века. А между тем я нашел в нем любезного и приветливого ученого мужа. Но не будем идеализировать. Много у него было своих пунктиков, тараканов, как говорят разговорно. Вот он, например, возглавляя церковь как структуру, был против любых реформ церкви, любых. Уже тогда было брожение, что нужно быть поближе к людям, возродить патриаршество, самоуправление какое-то в церкви, чтобы
Церковь сама себя выбирала. Категорически против было победоносцев. Любые идеи свободы совести, разрешить разные секты. Ну, хочешь быть баптистом, ну, будь этим баптистом. Хочешь там, еще какие-то там вариации христианские. Да, пожалуйста. Это все начало 20 века. Категорически против. Он даже старообрядцев, понимаем, что это была опора трона, по идее, старообрядца. Нет, он против старообрядцев был, против любых сектантов, против послабления даже другим, как сейчас говорят, официальным конфессиям. Ислам, буддизм. Он говорит, ну не будем кривляться, говорил Победоносцев. Ну мы православная страна. Ну не надо вот этой вот госпомощи мусульманам. Как-нибудь они без нас обойдутся. Воевать мы с ними не будем, конечно, но помогать тоже этому, ничему этому не надо. Надо строить православные храмы. А нетрадиционные для России религии пусть как-нибудь сами. Антисемит. Очень поддерживал решение о высылке из Москвы всех евреев. Такое решение было принято где-то ближе к концу уже XIX века, когда множество евреев, которые в нарушении черты оседлости осели в Москве, там списки составили и предложили им всем куда-нибудь обратно уехать, куда-нибудь подальше. Оставили немного, Левитана оставили, сказали, Левитану можно. Пастернак, не тот, а отец Пастернак. Заслуженный человек, ему можно. Но надо было индивидуально решать. Вообще, человек очень противоречивый. С одной стороны, у него идеал был Петр I. Он всегда говорил, мы европейская страна, надо как Петр проводить реформы. А с другой стороны, не сейчас проводить, не время, не созрел. Народ к этому не готов. Конечно, деятели культуры, ну, сложно себе даже это представить, его, ну, тогда еще расцветало Серебряный век, начало декадентского движения. Они его, конечно, ненавидели всеми фибрами души. Каких только эпиграмм о Победоносцеве не гуляло. Я вам там Блока цитировал, Блок тоже после смерти Победоносцева написал. Победоносцев для синода, обедоносцев при дворе, он бедоносцев для народа, и он доносцев при царе. Не нравился он деятелям культуры, требовал театры не показывать всякого рода фривольные спектакли в пост, а лучше вообще никакие не показывать. Вот в пост, как-нибудь без театров давайте. Рулил цензурой, жестко выступал против послабления в бракоразводных процессах. Вот чем тяжелее будет развестись, тем лучше. Может быть, со временем и успокоится. И хотя уже при Николае II большой власти он не имел, он воспитывал Николая II, но, мне кажется, не очень удачным. Сложилось все. Я думаю, что даже собственной подушки Победоносцев не признался бы никогда, но это был не такой удачный ученик у него, как Александр III. Не вложил он в него то, что хотел. И он уже такой большой власти при Николае не имел, но жупил образ. Все беды от Победоносцева. Поэтому огромное количество на него было покушений. Что только с ним не делали. С ножом на него нападали при жене. Он там гулял по даче где-то за городом. В окно ему стреляли, он сидел в кабинете, ему чуть ли не целую обойму в окно выпустил революционер. А он в этот самый момент нагнулся ручку поднять перо. Все вокруг изрешетили. Взрывали. Было даже задумано профессионалами. Знаковое событие. Они решили в один день, в один час одномоментно взорвать, застрелить министра внутренних дел и главу Синода. Министра застрелили, а с Победоносцевым не получилось. Нервы сдали у исполнителя этого теракта. Как-то раз к нему пришел какой-то студент, экзальтированный такой, весь на нервах, с пистолетом. Пистолет сдал на входе. Я, говорит, хочу признаться, покаяться. Его Победоносцев принял. Я должен был вас завтра убить. Я вот сейчас подумал, что-то почитал Достоевского. Не буду вас убивать. Простите, не буду. Ну, вот каюсь. Победоносцев с ним поговорил. Вам надо уехать куда-то. Вы такой нервный. Еще какую-нибудь глупость какую-нибудь совершите. Вы уедете куда-нибудь из столицы. Поспокойнее где-нибудь. В деревню. Ну, студент уехал в США. В итоге стал там изобретателем, говорят, довольно известным предпринимателем. Изобрел кресло-кровать. Вот это современное кресло, в кровать, которое раскладывается. Он потом кресло-кровать прислал жене Победоносцева. Подарок в благодарность. И, говорят, она даже на нем до конца жизни спала и даже умерла на нем. Но вот Победоносцев как-то его перевербовал. Участвовал в подготовке Первой Государственной Думы. Каким образом? Был категорически против всякой Государственной Думы.
против парламента, говорил, что делать этого ни в коем случае нельзя, все развалится, все посыпется. Ну и когда в итоге знаменитый манифест Октябрьский 17 октября был Николаем II подписан, буквально через считанные дни Победоносцев со всех своих должностей подал в отставку. Принципиальный был человек. После отставки от него все отошли, как от зачумленного. Его никуда не приглашали. Он сидел дома один с женой. Занимался какими-то переводами, переводил Новый Завет на русский язык. То ли старогреческого, то ли с латыни, даже не знаю, какой это был. И не первый, наверное, был перевод. Ходил по салонам, как сейчас говорят, пытался с кем-то о чем-то разговаривать. Есть интересное воспоминание философа Розанова, боюсь ошибиться. Он встретил Победоносцева уже после отставки. Революция 1905 года, события продолжаются. Он молчал Победоносцев на каком-то светском мероприятии. А потом неожиданно заговорил о России с какой-то невероятной страстью. Ему уже почти 80 лет, для понимания. Потом говорит: вы знаете, вы никто не знаете русского народа. Вы не знаете. Россия — это ледяная, промерзлая пустыня, по которой бродит лихой человек. И если этого лихого человека не остановить, то случится страшное. Нужна власть, твердая власть, которая не даст этому лихому человеку разойтись. Так он чувствовал, что происходит, чувствовал революцию. Ну, личная жизнь, что сказать, одна жена, однолюб, Екатерина Энгельгард. Они поженились, Победоносцеву было около 40, а ей 20. Он ее с 7 лет воспитывал, она была дочкой кого-то из его друзей. И вот он как-то влюбился и очень комплексовал по этому поводу. Есть интересная переписка, дневники его. Он не вел дневников как таковых, но есть письма. И вот он в одном из писем он говорит: я так нервничал, когда сделал предложение. Всю ночь не спал, ходил, молился, потом вышел на улицу, гулял. А на утро она ему ответила, что согласна. Слава Богу. Они прожили вдвоем, детей у них не было. Была приемная дочь. Когда Победоносцеву было 70 лет, ему кто-то к порогу дома подбросил младенца, подкидыша. Они взяли этого подкидыша к себе, воспитали, удочерили. Марфа ее звали. Долгую жизнь прожила. Умерла при Брежневе уже в эмиграции. Память, как увековечена, да никак особо не увековечена. Какая-то, по-моему, есть почтовая марка Победоносцев. Считается, что он является прообразом Каренина. Это вы прочитаете во всех Википедиях. Это неправда. К моменту, когда Толстой писал Анну Каренину, во-первых, он тогда еще не ругался с Победоносцевым и не стал его так изображать. Наоборот, он обращался к нему с разного рода ходатайствами. А во-вторых, они еще лично были, по-моему, вообще не знакомы. Но он там изображен в разных романах Пелевина, у Акунина, в бессмертном кинофильме «Матильда». Могила Победоносцева, он похоронен по завещанию во дворике школы Свято-Владимирской на Московском проспекте. И там же на плите написано и Екатерина Энгельгард. То есть Екатерина Энгельгард на самом деле там не похоронена, она похоронена неподалеку на Новодевичьем кладбище, тоже под фамилией Энгельгард. Она умерла в 1932 году. И после революции всю жизнь прожила вот там с монахинями. В той школе, которой она покровительствовала. Потому что там работала, учила, что-то делала. Ее боялись похоронить под настоящей фамилией, под фамилией мужа, потому что думали, что просто власть этого не позволит. А там под одним обелиском 2 фамилии. Целую эпоху прожил Победоносцев. 25 лет у трона. Пытался, как считается, заморозить Россию. Пытался ее осмыслить. Есть его сторонники, которые говорят, что если бы не было Победоносцева, если бы он в 1881 году не убедил Александра III каленым железом выжечь террор и остановить реформы, то на самом деле революция случилась бы гораздо раньше, лет на 20. Россия бы рассыпалась. Есть противоположное мнение, что именно этот ананасный манифест и вся последующая деятельность Победоносцева в конечном счете привели к Октябрьской революции. Ну, известный наш политический деятель Милюков, лидер партии кадетов, он так прямо в воспоминаниях и говорит, что
Победоносцев и его преступная политика являются главными виновниками революции 17 года. Он ушел в отставку в 1905-м, а революция случилась через 12 лет. Мне кажется, это довольно странно искать причины в Победоносцеве. Когда он оказался неудел, выяснилось, что 25 лет, находясь рядом с царем, ничего не нажил. Более того, у него нет средств к существованию. Поэтому, чтобы как-то прожить, ему пришлось продать тот самый маленький деревянный дом в Арбатских переулках. Это была его единственная неиспользуемая недвижимость. Совершеннейший бессеребренник. Можем ли мы сказать, что его деятельность приносила России вред? Как было написано в советских учебниках, как писали его современники, ну, наверное, в какой-то степени да. Он не был реакционером, он был очень жестким консерватором. Он не хотел перемен, и он считал, что лучше ничего не менять, оставить все как есть. Что менять форму, менять институты вместо царя, парламента, вместо Госсовета, где работают профессионалы, и Сената, какие-то выборные комитеты, вместо профессиональных юристов, присяжные, которые выносят вердикты, ничего не понимая в этом деле. Сначала надо изменить человеческую природу. Сначала надо людей воспитать. Даже не столько образовать, сколько воспитать. И тогда постепенно все само по себе уляжется. Главное избежать революционных потрясений. Но как и Лев Толстой, понимаете, Лев Толстой был противником прогресса. Улица Льва Толстого в Хамовниках, музей Льва Толстого, дом, который он купил, тогда это была окраина Москвы, тогда это был не центр. Усадьбу купил Толстой. Видимо, то ли риэлтор его надул, то ли он сам не очень разбирался. Это не был такой элитный район тогда. Усадьба Толстого в Хамовниках была окружена фабриками. На этих фабриках производили предметы роскоши. Там, по-моему, была какая-то фабрика косметическая, там где делали помады, крема. Там была фабрика текстильная, там делали чулки, нижнее белье кружевное, всякие дорогие вещи. И что-то там еще какая-то была фабрика, тоже вот из этой же серии. И каждое утро Толстой рано вставал, он садится за стол писать, звучит заводской гудок, и идут эти изможденные работницы, несчастные эти женщины работать на эти фабрики. Они сами помадой не пользуются, чулки не носят. Какое там у них кружевное нижнее белье? Зачем это нужно? Они гробят свою жизнь на производство ненужных вещей для людей, которые не особо-то этого достойны. В общем-то, они эти деньги тоже не все честно заработали. Зачем? Лучше бы жили в деревне, где хорошая экология, растили хлеб, детей бы. К чему этот прогресс, говорил Толстой? А еще хуже, это оружейные фабрики, которые убивают. И весь прогресс идет вокруг оружия. Зачем? Толстой не очень хорошо относился к железным дорогам. И Победоносцев считал, что железные дороги – это вещь такая спорная, потому что она порождает какие-то социальные брожения. Порождается слой профессиональных путешественников. Куда они все путешествуют? Зачем? Из праздного любопытства. Делать нечего. Лучше бы семьей занимались, книжки читали. Ну, такие были взгляды. Он был наивным человеком, жил в мире иллюзий. Ему казалось, что вот эти вот крестьяне вместе, ямщики, служащие сферу услуг, половые из трактиров, вот как в церкви все вместе, они так и должны быть вместе. Что царя они поддерживают на самом деле, что все они за единую Россию, матушку. Каких-то смутьян и революционеры, с ними надо разобраться, просто их изолировать. А народ в целом у нас спокойный. Лихого человека убрать, не пускать никуда лихого человека. Наивная вещь. Были ли плюсы от его работы? Конечно. Он создал огромную систему церковно-приходских школ. Начальное образование для крестьян. Тысячи, тысячи и тысячи. Русский стиль в архитектуре. Спаса на Крови. Это все Победоносцев. Он поддерживал, участвовал в финансировании, лоббировании таких проектов. Он поддерживал многих деятелей культуры, которые к нему обращались, если чувствовал, что это как полезно для империи, что это правильно. Не только помянутого мной Балакирева, но и того же Чайковского. И не только потому, что он правовед. Достоевского. Бердяев писал о нем. Победоносцев вызывал в себе жгучую ненависть. Долгие годы он был кошмаром русской жизни. Но когда читаешь его, ненависть слабеет. Звучат у него такие искренние ноты, любовь к народному, романтическая привязанность к старому быту,
В общем, в России немного было идейных и искренних защитников самодержавия. Особенно среди тех, кто стояли у власти и направляли государственный механизм. Победоносцев был из числа этих немногих. Его все не любили. И справа, и слева. И надо сказать, что даже сам царь Александр III говорил о нем: критиковать победоносцев, Константин Петрович, ты можешь хорошо. Вот заморозить ты можешь, а создать. А надо же строить новое что-то, развивать. Как администратор, как созидатель Победоносцев не работал. Но как критик, как советник, очень часто он был на своем месте. Вот заморозил Россию, мешал прогрессу. Я сам не знаю, какую дать ему оценку. У меня нет ответа. Совершенно очевидно, что это был очень умный, образованный, глубокий и глубоко искренний человек. При этом совершенно не своекорыстный. Редко. В политике вообще гибкие люди нужны. Вот как Витте. Тоже умный, эффективный, но он администратор. Он мог так, мог либералом, мог консерватором. Мог так, мог так. Мог этим, мог тем. Гибкий политик. Победоносцев не мог. А Победоносцевы писали: он как длинная, суковатая, прямая палка. Везде встреет и всем мешает своей негибкостью. Это современники о нем. Всем мешает. Но когда вот в 1981 году, прав был Победоносцев или не прав, это мы сейчас не об этом говорим. Но в 1981 он занял жесткую позицию своей негибкостью. Уговорил царя не продолжать реформы, остановиться. И заморозил ситуацию, своего добился. А в 1914 году не было никого рядом с Николаем II, другим его учеником, который бы уговорил царя не влезать в ненужную войну. Не влезать. Не идти на поводу тщеславия, амбиций, ложно понимаемого чувства союзнических обязательств и национальных интересов. Не влезать. Не было рядом Победоносцева. Можно долго смеяться по поводу его консерватизма и нелюбви к железным дорогам. Но мы сегодня, когда с вами смотрим на прогресс, ядерное оружие, экология, жуткие болезни, которых раньше не было никогда, тотальное падение иммунитета. Иногда задумываешься, а может быть, Лев Николаевич Толстой, всеми любимый, и Константин Петрович Победоносцев, всеми ненавидимый. Не такие уж и дураки были, когда говорили, что нравственный прогресс человеческий у нас сильно отстает от технического. И рано или поздно мы загоним себя в западню, когда можем сами себя щелчком уничтожить. Не знаю. Может быть, они и были мудрее нас. Но и в конце концов, поскольку наш курс называется «Рассказы из русской истории», то я вам расскажу одну историю. Была такая девушка, звали ее Лиза Пиленко. Дочь юриста. Папа юрист, известно. Бабушка ее дружила с Победоносцем. Бабушка. Разница в возрасте. И вот девочка Лиза Пиленко, я напомню, что у Победоносцева детей не было. И они шефствовали над детским приютом, и одна приемная дочь, которую они удочерили в 70 лет. Лизе 5 лет. Она с 5 лет была знакома с Победоносцевым. Вот что она писала в своих воспоминаниях. Победоносцев страстно любил детей. В детстве своем я не помню человека другого, который так внимательно и искренне умел бы заинтересоваться моими детскими интересами. Другие люди из любезности к родителям слушали меня и улыбались криво. А Победоносцев интересовался всерьез всем тем, что меня интересовало. И казался поэтому единственно равным мне из всех взрослых людей. Его единственное считала своим самым настоящим другом. И вот когда Лиза выросла, ей было 15 лет, началась революция 1905 года. Лиза увлеклась революционными кружками, идеями, гимназисты. Она потом попадет вот в это литературное общество, Блока, Ахматова, будет встречаться с революционерами, приветствовать февраль 1917 года. А тогда, в 1905 году, 15-16-летней девушкой, она решила пойти к Победоносцеву за советом. Вот она пришла. Я решила выяснить все свои сомнения у самого Победоносцева.
С каким волнением, помню, я шла к нему. Тот же ласковый взгляд, тот же засаленный сюртук. Ну, засаленный – это не то, что он грязный, жирный, а засаленный, потому что он старый и заглаженный, поэтому он блестит. Тот же засаленный сюртук, тот же интерес к моим интересам. «Константин Петрович, мне надо поговорить с вами серьезно и наедине». Он не удивился, повел меня в свой кабинет, запер дверь. Ну, в чем дело? Как объяснить ему, в чем дело? И я спросил его: «Константин Петрович, а что есть истина?» Вопрос был пилатовский. Но в нем действительно все было сказано, и в одном слове хотелось мне получить ответ. Победоносцев понял меня, сколько вопросов покрыто им. Понял все, что делалось у меня в душе. Он усмехнулся и ответил ровным голосом: «Милый друг мой Лизонька, истина в любви. Многие думают, что истина в любви к дальнему. Любовь к дальнему – не любовь. Вот если бы каждый любил своего ближнего, настоящего ближнего, находящегося около него, то и любовь к дальнему была бы не нужна. Так и в делах. Дальние большие дела – не дела вовсе. Настоящие дела ближние, малые, незаметные. Подвиг всегда незаметен. Подвиг не в позе, а в скромности и в самопожертвовании. Ну, я в 16 лет решил, что Победоносцев экзамена не выдержал, ничего про революционные дальние дела не понимает. Ну и были правы те, кто смотрит на него и описывает вот так, как описывали его мои друзья, глядя издалека. Видимо, он сам тоже почувствовал, что в наших отношениях что-то порвалось. Потом эта маленькая девочка Лиза прожила долгую жизнь, прошла сквозь революцию, гражданскую войну, эмиграцию, потеряла любимых, потеряла детей своих. В конце концов, она во Франции приняла постриг и стала известна как монахиня Мать Мария. Можете потом посмотреть в интернете. Мать Мария Скопцева. Когда немцы вошли в Париж, православная община стала настоящим тайным штабом сопротивления. Они передавали как подпольщикам какую-то информацию, укрывали кого-то у себя. Но самое главное, они фальсифицировали документы. Они евреям выписывали документы, фальшивое крещение. Не нашлось талантливого голливудского режиссера, который снял бы о ней свой список Шиндлера, но Мать Мария занималась именно этим. Вместе со своим сыном. У нее сын остался живой, тоже священником. Гестапо схватило их, отправило в концлагерь. Сын погиб в концлагере. А Мать Мария за месяц до победы, в апреле 1945 года, добровольно одела платье вот это вот полосатое с номером другой молодой женщины, которая должна была отправиться в газовую камеру, какой-то еврейки, и вместо нее пошла в газовую камеру. Даже в Советском Союзе ее наградили орденом Отечественной войны. Так что вот, может быть, перед этим решением пойти пожилой монахине вместо какой-то юной девушки на смерть, может быть, она и вспоминала свою беседу с Победоносцевым. В общем, так. Делайте выводы сами о том, хороший он или плохой. Историю нашу надо знать, как мы говорим, без купюр, учить без трафаретов. Она у нас не черно-белая. И только так, когда мы пытаемся посмотреть на нее не зашоренными глазами, может быть, мы и сможем что-то понять из нашего прошлого, а только поняв что-то и пропустив через сердце из нашего прошлого, мы сможем как-то попытаться понять наше настоящее. Собственно, ради чего мы русскую историю учим. Спасибо вам за это.